Всем привет! Начинаем стрим день 16. Итак, Tower Defense наш, Tower Defense. Со сплайнами мы игрались. В общем, наигрались. И сейчас будем делать свой этот самый Tower Point спавнер. Я создал класс уже. Так, сообщение написать. Почему этот не написал сообщение? Приветствую, привет. А что за четверка? Так, а ну-ка, сейчас тести. Нет. Еще не переподключиться. Шепчат сдох, что ли? Ну, хоть тут увидел сообщение. Приветствую, да, еще раз. Так. Tower Point Spawner я создал класс. Это тот самый класс, который будет отвечать за наш этот самый за спавнер. То есть мы ему дадим имя, привяжется, он получит свое имя. После чего, после того, как он получит имя, он возьмет все вот эти точки и заспавнит в них таверпоинты. Ну и потом сам себя удалит, естественно. Ну и каждому таверпоинту он даст имя, какому игроку он принадлежит. Ну, овнернейму, в общем-то. Соответственно, вот такая вот история. Вот такая вот замечательная, интересная история. Для начала что нам надо? Нам надо создать ее property побольше. Так, blueprint, read only, категория. Ну, все по классике, короче. Категория Tower Point Spawner. Tower Point Spawner. TPS. Scene Component, Static Mesh Component. И Arrow Component будет. Use Scene Component. Arrow Component нам нужно, чтобы визуально мы понимали. Scene Component, чтобы визуально мы понимали, где у нас, ну, в какую сторону, короче, он смотрит. И в какую сторону, чтобы у нас не было такого, что мы что-то там перевернули, и они потом не сошлись, и мы потом занимались поисками, где чего. Мы четко знали, куда, что и как, в общем-то. Так. Это значит mesh компонент. Это у нас arrow. Arrow компонент. Static mesh компонент. Static mesh компонент. И arrow. Arrow компонент. Ну, arrow компонент ты не знаешь, что это. Arrow компонент ты не знаешь, что это. Хорошо. Поехали. Scene компонент. Component equal create default subobject. Use scene component. F name. Текст. Name текст. Что там? Scene component. Mesh компонент. Mesh static mesh. Ой. Static mesh компонент. Static mesh компонент. Arrow компонент. Так, arrow компонент. Хорошо. Ну, arrow, он, скорее всего, не знает, что это такое. Components, arrow, component. Есть. Берем arrow. Вначале root. Root component equals scene component. Scene component. Потом мы берем mesh component. Mesh component, setup attachment. Scene component. Scene component. Потом берем arrow component. И делаем
setup stop attachment stop attachment mesh component, чтобы он, в общем, к нему был приатачен. Все понятно, да? Также у нас должен быть void init t tower point spawn tps. Сделаем такой вот метод. Потом нам нужно обязательно подключить сюда struct. И вот я думаю, может быть, просто name ему нужен? Или ему полные данные игрока именно на всякий случай передать? Давайте вначале передадим игрока лучше. Structs player info data. И вот сюда вот он примет можно просто, ну, лучше const f player in data по ссылочке player info Ctrl-C, сюда Ctrl-V. Info. А я не уверен, нужен ли он ему, потому что он все передаст и удалит. Нет, вот это ему не надо. Вот эта часть ему не нужна. Эта часть ему не нужна. Так, это после геймплея происходит. Геймплея. И как-то так. Static Mesh Component. Не-н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 е. Static Mesh Component. Тут надо мыслить шире. Сейчас. Ну так уже у нас есть, да, Scene Component. Просто нам надо будет что сделать? У нас-то их будет много, а доступ у нас один. Поэтому мы должны будем, так как мы его приатачили к Scene компоненте, нам нужно будет сделать такую вещь. Get all get children components. Вот такая вот вещь есть. И в общем-то и все. TRA used scene component. Как раз возвращает, там все, короче, будет все, что нам надо. И жизнь прекрасна. Мы получим всю пачку вот этих static мешей и будем работать в этом цикле. Так вот. Но это потом. Там еще Bull он принимал. По-моему, если я что-то правильно понял, что там Bull делает, он будет идти по иерархии дальше или не будет идти. То есть он первую берет или вообще всех. Нам просто arrow компонент нафиг не нужен. Вот. Нужно будет еще сделать такую вещь, чтобы arrow компонент вообще в принципе не создавался в релиз-версии, все дела, вот это вот. Зачем нам его постоянно создавать? Ну, при спавне, то есть начинается игра, он создает arrow компонент. Нам только дебаг же нужен, правильно? Главное это не забыть. Ну, либо сейчас сделать. Окей. Это все тестовые. Это все тестовые ребята. Все в помоечку. Таверс. Вот здесь создаем. Тавер. Point. Спавнер. Вот это вот. Select PP. Тавер.
Какого? Тайвер. Point. Спавнер. Так, мы его открываем. Вот у нас стрелочка есть. И вот он наш этот есть. Единственное, что... Это сам куб. Это сам куб. Вопрос с кубом, так как... Я не знаю, что по размерам. Да, мы берем за какую-то основу такие вот размеры. А нам какая разница? Размеры. Ну, вообще нам есть разница. Размеры это для визуальной части это сделано. Просто больше, меньше, как. Ну, окей. Так, можно тебя чуть вытащить вот таким вот образом. Все, есть компайл. У нас есть наш путь. Может, мы его сейчас чуть длиннее сделаем. Интересно. Так, добавляем нашу. Раз. А если учесть, что нам надо немножко подальше, чтобы он не триггерил его. Итак, этот срабатывал. Мы вот сюда вот поставим. Так, ну это если он в World идет. Если Local, то тогда вообще непонятно куда и как, да? Окей. Есть. То есть раз. Раз. Все, это начальная наша точка. Мы ее знаем. Относим его в арену 1. Относим в арену 1. Теперь берем вот этот статик mesh. Оп, потянули. А стрелочка не потянулась. Оу. Оу. Это есть беда. Это же есть беда. Это есть беда или нет беды? Это есть беда, потому что я-то хотела через это делать. Ну ладно. Окей, уговорили. Человек простой. Я просто откажусь, я не буду бороться за идею со стрелочкой. Но тут надо ладно, перезапустим, так уж и быть. Вчерашний опыт с усиками показал, что лучше не бороться за сомнительную идею половину стрима. Да. Опыт с усиками прошел не зря. С усиками-то мы не боролись полстрима, мы боролись с Плайном там полстрима. Но, видишь, все равно есть свои плоды у этой борьбы. Бесценный опыт, так сказать.
Ну, хорошо, если поэтому нам стрелочка, в принципе, нафиг не нужна, если мы делаем по ворлду. Это же мы сейчас на ворлде сидим, правильно? То нам, ну и до одного места. Люблю кубики двигать вообще, прям обожаю. Кайфовая тема. Сидишь себе, двигаешь кубики. Скинул кубик со стрелкой. Кубик со стрелкой. Кубик со стрелкой, кубик со стрелкой. В смысле, ты мне скинул кубик со стрелкой? Там кубик именно со стрелкой. Привет, ты в отпуске что ли, что у тебя столько времени на создание игры? Привет. Там проект на стоп, поэтому есть время. Там кубик со стрелкой именно. То есть там именно что кубик, моделька кубик, стрелка. Это ты типа сделал, или ты на этом нашел где-то, на Фабе? Кубик со стрелкой. Назвал также, причем кубик со стрелкой. BX файл. Да что там делать-то? Там серьезно кубик со стрелкой, но... Хорошо, давай, чисто для эксперимента. Сейчас я вот так вот сделаю. На всякий случай. Не полетите файл ура, этот аккаунт свой. Лишнюю инфу. Сейчас мы кубик со стрелкой скачаем. Кубик со стрелкой, я в офиге. Кубик со стрелкой сделал, серьезно, мне интересно, что еще там. Там кубик со стрелкой, я в офиге. Так, а куда его надо? У меня нет models. Давай я создам папочку сейчас. Models. Кубик со стрелкой, переношу. Импорт. Я сейчас покажу вам. Я сейчас вам так покажу. Ух, сейчас я только закрою что-то. Ох, я вам сейчас стрел. Слушай, ну... Не, ну, смоделить-то окей, вот это можно было бы, да, сделать, как бы, через модел. Ты в Unreal сделал, или ты этот открывал еще дополнительно? Кубик со стрелкой, это шедеврально, это оно. Ну, где наш? В блендере. В блендере? Можно было и здесь шлепнуть. Кубик со стрелкой, compile. Здесь вопросы, конечно. А как остальное? Ну, остальное это все выделить надо просто-напросто. Короче, можно типа оп. Можно, конечно, можно. А, вот же у меня здесь. Так, оп. Кубик со стрелкой. Вообще огонь. А можно только его переименовать? Ару. Кубе. Кубе, потому что, ну, как-то, типа,
короче. Кубик со стрелкой не канает название такое здесь. Оно, конечно, классное, но... Ну окей, мы дальше шлепаем. Кубик со стрелкой. Так, стрелка в стрелку. Блин, а может места маловато как надо, что-то... Типа... Подальше. Хотя, ну так кажется, здесь много места на самом деле пройдут. Тем более башни-то в центре будут находиться, а не в этом. Башенки-то сами по себе поменьше будут. Что все окей. Ну давай стрелка в стрелку. Так. Кубик в кубик стрелка. Это кубик в стрелке. Стрелка в кубе, кубик стрелка. О, я знаю, что я сейчас сделаю. Обалдейте. Что-то много, да, как получается, этих башенок. На бедных мопцов. Они у меня не такие толстые, чтобы столько башен выдержать. Но ничего. Мы их прокачаем. Еще бы сделать что-то с этим, с тем, что они не триггерятся на выход. Что-то далеко делать. В каком случае? А, кстати, у меня появилось, ну, как, я думал насчет этого, и какой костыль можно сделать. Можно их спавнить фиг знает где, но они невидимые. Или там за какой-нибудь, типа, они как из пещеры выходят, поняли? А то есть возле входа мы ставим, но они тогда будут, что они как будто бы во вход стреляют. То есть тоже не очень канает. И поэтому... Короче, в общем. Как-то сделать надо, чтобы вот они как-то, в общем, доходили. Короче, не доходили, а триггерилась, короче, башня, вот. Потому что это что-то беда. Даже вот это вот издалека, когда тоже не будет работать, так как он будет триггерить его фиг знает откуда. То есть он будет там в никуда стрелять по мобам. Некрасивая история. Очень некрасивая история получится. Все, хватит башенок. Есть вот это единственное, что я хочу сюда. Так, ну чё, и чё, и чё? А ну. А ну да, это правда коллизии не убрал. Сейчас больно будет. Не, вообще плевать будет. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. О, подожди, стой. Я пройдусь. Оп, 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 оп. Пим. Пим. Вот тут почему-то не ходят, но мы этим тоже займемся. Так, что я хотел? Что я хотел? Потому что вот это вот копировать всю эту пачку, это что-то не очень удобная история. Поэтому смотрите, что я предлагаю. Я предлагаю сделать вот таким вот образом. Мы вот так вот делаем. Мы делаем... Что за force load? Level и create level instance. Level и create level instance. То есть он будет как level instance находиться со всеми приколами. То есть он акторов сохранит. Все будет окей. И мы просто-напросто потом сможем именно level instance доставать и выставлять. Соответственно, у одного поменяли, у остальных подтянулось. Так как, ну, вот это беда. Это вот. Давай вот это удалим.
Да, отсюда тоже удаляет. Вот это вот удалим. Да. Enemy Start. Enemy Start тоже удалим. Вот это я пока не удалю, потому что там всякие параметры у него есть. Не хочу их пока удалять. Так, ну а вот эту пачку мы... давай в level засовываем. Level, create level instance. Окей. Levels. New folder. Pass levels. Все. Попробую отгадать, что там имелось в виду. Короче, path 0.01 будет save selected. Вот, есть. И он мне ничего не похерил, да? Все окей у нас. Мы можем сделать edit. Мы не можем сделать edit. Это не так делается. Edit вот так вот это делается. Edit. Потом мы можем выбрать вот этого товарища. Вот здесь вот. Подожди. Player start таги и прочее. А где его параметры? Куда сплайн подевался? Pivot. Player points по... Опа. Где сплайн? Кемп. А вот пас. Вот пас. Вот он пас. Все есть. Не пугай меня. Надо больше так делать. Окей. Мы договорились, не надо пугать больше. Примера не надо пугать. Я enemy start смотрю. Unicorn47 ВВС, здорово. Здорово. Расскажи, Плис, сколько времени ушло у тебя на изучение плюсов, и как ты изучал? Здорово. У меня на плюс это месяц, два, три, где-то так. Я ознакомился и пошел. Плюсы я как в процессе. Ну, то есть было дело как. Я решил Unreal Engine, плюсы, короче, на Unreal. Но я так с плюсами, короче, что-то где-то слышал о плюсах. Вот это все мои знания были. И я начал плюсы в контексте Unreal учить. И я просто в определенный момент, там, через несколько там стримов, как я это делал. Unicorn47 ВВС, это реально быстро у тебя все вышло? Ну, так вот, это потому что сразу на практике. Поэтому. Я начал вот плюсы в контексте Unreal, понял, что я не вывожу, я многие вещи не понимаю, что зачем. Я понимаю, что они в Unreal делают, но я не понимаю, что это. И мне стало, ну, как-то не по себе. Я открыл YouTube, Simple Code, 200 с лишним этих, и я их съел очень быстро, все эти 200 видосов. И было плюсом то, что я видел, то, что там рассказывалось, я понимал, что это в Unreal, как это в Unreal, для чего это в Unreal. Я сразу понимал, что я, ну, точнее, тему, которую мне рассказывает Simple Code, я понимал, что, зачем и почему. И я сразу применял это. И вот как-то вот оно так завертелось, закрутилось туда-сюда, бам-бам. И вот так вот. Но я бы не сказал, что я прям выучил их. Я так их сейчас изучил просто. Выучить плюсы, это, конечно, такая, да, интересная история. Так, Enemy Start, вот это вот мы делаем, вот это вот. Ох, как красиво, смотри. Player Camp, подожди. Он сразу список тебе выдает этих Player Camp'ов. Тоже хорошая история через список. Spline Enemy Pass. Ну, на данный момент он единственный, поэтому. Все. Сейв. Сейв. А ну-ка, play. This was null pointer. О. Это потому, что у второго нету. Хорошо, все, принимается. Этого второго нет.
Я плейлист какой-то смотрю по игре и тупо повторяю за тутором. И тоже вот я базу понимаю и плюсов, и Unreal, но не могу писать код сам, как научиться делать все самому хз. Начать делать самому. Другого варианта нет. Не поведу. Вот у меня в начале Unreal еще до стримов была такая история, что я, типа, ты открываешь гайд, как сделать какую-нибудь фигню. И ты такой, ага, он тут назначил это там, угу, тут вот это, и вот это вот начинается. Ты четко повторяешь. Не, это все шляпа. Это все шляпа. Открываешь пустоту и начинаешь что-нибудь глобальное. Хочу сделать, как я говорю, дверь. Открывание, да, двери. И начинаешь делать. Что тебе надо для этого? Тебе нужно создать компоненты в начале, да? Делаешь это через плюсы. Ага, как создать компоненту? Смотришь, чат ГПТ, как создать компоненту. А почему она вот так создается? То есть вот так вот. Да, берешь, создаешь компоненту через это. Одну, первую, вторую, третью. Потом создал, заходишь в Unreal, смотришь, создались. Угу. Теперь я хочу повернуть. Как? Мне надо поворачивать ее. То есть какой метод поворачивается? Какая функция за это отвечает? И вот это вот ты все делаешь. А она не так поворачивается. Почему? И решаешь задачи свои. Что это такое? Missing Project Settings. Shader Modules SM6. Платформа Windows. DirectX Target Shader формат. Страшные вещи. Это все этот. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Он вот эти вот вернул. То, что мы удалили, он это не сохранил. И это он не в левел, да, закинул. Левел еще. А, не, левел уже есть. А это он не удалил. Окей. Пас 0.1. Нам надо сейчас вот это вот отнести сюда. Вот, есть. Пас 0.1. Вот это удалить. Все-таки. Delete. Да все delete, в принципе. Там ничего такого. Delete. Потом взять... Сохранить его. Сохранилось, чтобы. Пас. По поводу этого. Плюсы в контексте Unreal. У меня же гайды есть. Ну, там они... Ну, нормально. Пойдет. Чуть-чуть гайдов есть, короче. По плюсам в контексте Unreal. А там как раз таки вот как какие вещи реализовать. А как ты изучал паттерна, менеджеры свяки и т.д.? Это уже след. Уровень после базы плюсов. Писать с помощью паттернов, верно? Паттерн никак я не изучал. Паттерны... Синглтон и т.д. Никак я не изучал. Я же говорю, все знания только в процессе на практике. То есть, когда я сталкиваюсь с проблемой, вот тогда я об этих знаниях и узнаю. Вот для меня это самый простой и самый приятный способ обучения. Это из-за нанитов плашка. При импорте по дефолту стоит генерате нанит на мешах. Желательно весь проект проверь. Зайди в папку контент, поставь фильтр на static mesh, выдели все и сверху там будет выключить нанит. Как же тяжело. Еще раз. Весь проект произойди в папку контент. Ну давай полностью вот здесь вот. И ладно, в папку контент ты сказал. Поставь все на mesh, static mesh. Поставил. О, как много. Зайди в папку, поставь фильтр на static mesh, выдели все сверху, там будет выключить нанит. Выделил все, наните. Enable нанит 9 mesh. Ну это же, кстати, вот эти наниты, которые в этом, в эффектах твоих. Я же тут их пачку скачал. Они же в этом. Ой, enable, disable. Балбес. Disable нанит. Все, отключил. Спасибо за ответы, вдохновляюсь твоими результатами. Какие тут результаты? Из того, что только выучить смог. Ну да ладно. Так, смотри, что мы дальше делаем. Вот так вот делаем. Оп. Оп. Смотри. Есть контакт, есть контакт. Локейшн мы не трогаем. Вот здесь 180. Оп. И у нас точно такая же теперь есть это самое единственный момент. Edit Pass. Мне интересно, какие параметры вот здесь у Player Start. Что он здесь принимает в себя? Пас. Ну да, он с пас 1 тянет.
нам надо спас 2, чтобы он тянул. А, не, Ты он... делаешь все сам, это очень крутой результат. Таких как я, обезьянок, которые повторяют и бросают потом, потому что ничего не получается, 99. Ну вот я же говорю, я вначале тоже делал вот так вот, то что повторял, и просто в один момент прошло там день-два, и я возвращаюсь к этому, и я такой, что это вообще такое, кто это писал, ну, на свой код, который я повторял. Там код, это были принты были. Я понял, что это не, это все фигня, вот эти вот способы, ну, для меня, я повторю, что это все для меня, для вас свой путь, там, и так далее, и тому подобие, для меня вот это все шляпа. Теория в начале, а потом когда-то там практика, тонну теории себя загрузить, для меня это шляпа, для меня шляпа повторять за кем-то, для меня самое, это просто сразу в бой, я знания питаю на практике, то есть появилась задача, я ищу для нее решение. Никаких иначе, все. Только так. Подожди. У нас здесь, я не могу понять, он enemy start C берет? Или он только может свой взять? Потому что у него тут... А, так он только свой может взять. О, еще и не надо переназначать. Все круть. Да лучше все на практике. Буду стараться так делать. Давай. Будем ждать результатов. То есть он здесь все свое подтягивает. Enemy pass, вообще красота. Сейчас посмотрим, как работает ли это все. Это красота. Отваливается все. Слушай, может быть... О, 9-8, смотри, пошел процесс. Че, пойдут? Пойдут! Красавцы, смотри! Вообще красавцы. И все теперь одинаково, нам не надо мудрить миллион уровней делать. Вот это вот некрасиво все дублировать и прочее. Насоветовал молодому, а о самом основном забыл. О чем? А, подписываемся на курсы, да, я провожу курс. Вот это вот шляпу или что? Что за шутка? Не, я курсы никакие не провожу, не ведитесь на эту шляпу. Не ведитесь на такие шляпы вообще. О чем забыл самом основном? А ну давай, мне тоже надо эта инфа. Какие курсы только внутривенные? Я осуждаю все за внутривенные курсы. Внутривенные только гайды могут быть. Ссылка на гайды в описании. А, ссылка на гайды, да, в описании. Ссылка на гайды есть у меня, да. И, ну, я уже говорил о том, что у меня там на ютубе гайды как раз-таки по плюсам вышли. Там как там, что реализовать в плюсах. Надо по инвентарю сделать. Ну что самое главное в программировании? Терпение, я не знаю. А что самое главное в программировании? Не, я не буду так шутить. Что самое главное в программировании? А что фейспалм? Что, фейспалм самое главное в программировании? Или что самое главное в программировании? Самое главное в забыл. Что самое главное в программировании? Самое главное в программировании? Без понятия, что самое главное в программировании. Там шутка какая-то. Самое главное в программировании. Самое главное в программировании — это создавать видимость. Да. Тоже, это тоже. Так вот, и самое классное, знаете, что у нас тут? Здорово, как дела? Здорово, дела хорошо. У тебя как дела? Смотри, что мы можем сделать. Мы можем вот так вот открыть. Получить отсутствие здесь Directional Light. А как добавить сюда Directional Light? Ну, а ну-ка. Level. Я ему сейчас дам больно. Где у нас Directional Light и атмосферик? Где Directional Light и атмосфера? Я гуд. Что за камни? Террайн делаешь? Не добавляй.
Не добавляю. А, я же могу в лид перейти. Включи Unlit. Да, точнее не в лид, а в Unlit. Так, Unlit включил, и чё, и толку. Оно, кстати, ничего не добавилось, я тебе так скажу. World Data Layers и World Partition Minimap. А, у меня же World Partition, сейчас ну, пусть стоит. Дам время подумать, я, конечно, отходил, может, и говорил об этом. Да, уже говорил, но ты скажи свою версию, мы посмотрим, сошлось или нет. Не сотри Unlit, не Unlit вообще не работает, ему пофиг, он весь этот. Ну, ладно, вот так вот тоже пойдет. Так вот, о чем я говорил, в чем прелесть. Смотри, что мы делаем, мы берем, допустим, какой-нибудь вот этот начальный. Ага. Вот, начальный вот этот берем. Можем У тебя каждый куб отдельный актор. Нет. Ну, пока нет. Он будет, да. Без спавня. Мы вот так вот делаем, сохраняем. И теперь внимательно смотрим. Возвращаемся на наш этот. Убираем этот самый налит, и у нас он сдвинут везде. Красота, правда? Я думаю, вообще кайф. Я думаю, это кайф. Подожди, а чё атмосферик не добавился? Ну, давай сюда его. У меня в нике подсказка есть. Типа Camel Case, сразу этот самый код стайл и вот это вот вся шляпа, ты об этом, вот это, конечно, ты замудрил, вот это ты, конечно, дал. Это мощно, это мощно. Camel Case. Или Инквизиция. Инквизиция самая важная. Подожди, тут тоже двоякая фигня. Я думал, его низк означает верблюд, чемодан, инквизитор. Не. Ну, вообще, да. Ну, вообще похоже. Вообще похоже. Верблюд, чемодан, инквизитор. Так, хорошо. Мы создали этого товарища. Taverpoint спавнера. Теперь нам надо логику прописать. То есть указать у него того, кого он будет спавнить. Это Taverpoint нашего, потому что в прошлый раз мы его ничего не создали. Tools, New CPP класс, Actor, Next, Taverpoint. Tavers, выбор папки. Taverpoint. И вот он будет его создавать. То есть нам надо subclass off, чтобы был у этого Taverpoint спавнера. Значит, его создает. И жизнь прекрасна. Угу. Подожди, я только сейчас понял. Мы создали... Если он находится все в том левеле, разве он Get World не вернет тот левел, а не наш левел? Подожди. А что будет происходить? В каком мире он его создаст? Он же его в том мире создаст. Или они вот этот level instance, они немножко по-другому работают. Они не будут как отдельный уровень именно.
Как это вообще будет устроено? Если мы Get World сделаем, какой чей мир вернет? Или сделаем Get акторов класс какой-нибудь, он в каком мире будет его искать? И передадим this туда, что там уже контекст мира принимает this. Типа как нам общение строить между ними? Какие проблемы? Разве не будет проблемой? Закроем. Ставер point. Сделаем tsub class off. Зайдем, посмотрим. Просто мы-то создадим кучу этих, как их, таверов. О, как создание будет работать, тоже интересно. Тоже очень интересно, как создание будет работать, так как не разные, но он один. Ну, посмотрим сейчас. Сейчас все узнаем, это что-то будет очень интересное. Tower point. AirPoint пока что ждет. А мне нечего в него добавить. Ну, кроме BD. Сюда вот я хочу. Ее property это по-любому. В паблике ему делать нечего. Class of Tower point. Tower point. Tower point class. Кстати, такой вопрос. Почему выбрал Unreal? Ты изучал инфу про Unity и про Unreal, и что-то сподвигло именно Unreal изучать? Ну, если ты меня сейчас спросишь... Ну, ладно, ты спросил все-таки про... Почему именно этот? Ну, Unreal меня купил тем, что он большой и необъятный. Вот этим вот он меня купил. Вот. Плюс там сверху еще как раз в это время еще не утихла инфа о том, что Unity как бы там политику вот это меняет, короче. Прочее тоже наложило свою... Это что как-то... что-то. Но основная причина это, что он большой и необъятный. Но Unity, он странный, он странный, короче. Я не знаю, может это с точки зрения, потому что я как его, на Unreal в основном-то сижу. Но не в смысле там просто по слухам странный, а в смысле у него странная, там, как классы работают, как логика работает. У них там скрипты вот эти вот. Странно. Непривычно. Roblox напоминает чем-то. Roblox напоминает. Там такая же шляпа. Мне Unreal понравился плюсами. Плюсы. Ну, плюсы, да, тоже плюсы. Вот плюсы прям вообще. Там C-Sharp. Ну, слушай, ну C-Sharp, он, ну, как, тебе не надо следить за памятью. Там очень много ламерских вещей. Допустим, ну, Unity будет попроще, это 100%. Вот Unity попроще с C-Sharp. Ну, допустим, в Unity, как вы думаете, что будет в Unity, если вы обратитесь к null-pointer? Ничего не будет, Unity будет дальше работать. Отладка там какая-то тоже странная.
насчет этого отловить что-то, какие-то проблемы там как-то проблематично. Но плюс в том, что тебе не надо постоянно вот это компилировать, все заходить полдня, ты можешь чуть ли не в блокноте сидеть, поменять код, и он будет работать, ну, если там все правильно написано, то он будет работать. Тебе не надо ничего вот этим заниматься, F7, F5, вот этим вот. Так, короче, есть свои плюсы, есть свои минусы, но Unreal все же большой, необъятный, и это хорошо, мне это подходит. Ну и дополнительно такая еще. Тут плюсы, как бы. А плюсы это хорошо, плюсы это свобода. Геморрой. Ну что свобода. Когда-то давно я пытался начать работать на простецком бесплатном движке Forge. Скачал 2,5 гигабайта, а оно не скомпилилось. И ты такой, ну и не надо, ну и пожалуйста. Unity компилируется, не надо. Не, он компилируется, но он же, ты когда меняешь там он начинает это типа лайфкодинга что-то делать, и все. В смысле, то, что ты не делаешь это, то есть у тебя нет вот этого, что ты зашел в файл, ты нажал F7, потом он у тебя прошел, ты посмотрел, нет у тебя ошибок, нажал F5, ты заходишь. У тебя там такой фигни нет в Unity. Ты просто изменил файл, он типа, мол, ну все окей, файл сохранен, он тебе пошел, собрал это и все, и пошел Там дальше. лайфкодинг платный, там все то же самое, только быстрее. В смысле, что Да, значит так лайфкодинг? как опыта с плюсами у меня не было, мне было лень отлаживать. Ты кодил на Unity. Мы опустим этот момент. Мы этот момент опустим. Может быть, все может быть. Таких опытов с вами не было, мне было лень отлаживать. Ну и правильно. Ну и не надо, ну и пожалуйста, ну не сильно уж и хотелось, правильно? Unity быстрее. Что? Unity, ну ты когда код изменил какой-то, и это на Unity быстрее. Вот. То есть, если ты какую-то строчку этого добавил, и все. И ты посмотрел с этой точки зрения быстрее. Я ведь уже говорил о том, какая виртуальная машина шляпа. TirePoint класс, а мы добавили TirePoint класс. Да, ты уже говорил. Ты уже говорил. TirePoint класс. Мы добавили, вы меня сбили. Я не там нахожусь. Вот здесь нужно. Инициализация происходит. Сюда добавить. Point. Point. TirePoint есть. TirePoint класс. TirePoint класс. Init TPS. Init TPS. TirePoint спаунер. Не слушай их, они у 5 выбрали вакансии и много. Unity второе место года, там вообще на дне. Здрасте, UA больше. На Unity, хотя смотря какой рынок ты рассматриваешь. Потому что ну, я, допустим, в этом сижу в группах всяких, там по Unity побольше будет. Там в основном что, мобилки, дрочилки? Мобилки, дрочилки всякие поделать и все. А их много. Кстати, больше знал видите. такую фичу в редакторе? Выбрал актора, нажимаешь пробел и меняешь режим редактирования, перемещения, вращения, скилл. Unity это сейчас мобилки и донат помойки, да. Дендеракл, ты молодец. Давайте скажем Дендераклу, что он молодец. Unity еще за мобилки. Ну, я же говорю, мобилки-дрочилки. Но так как их много, понимаешь, они же делаются конвейерно. То есть, условно, у тебя месяц на один проект, месяц на второй проект. Ты так штампуют, и штампуют. И как бы на это все, что нужны люди. И как бы вот. Вот, хорошо. Я знал, вот эта что штука тебе нас будет полезно интересует. узнать. Эта штука нас интересует. B include all displacement. False. Это я правильно понял? Это имеется в виду у всех внутренних. Хотя нам плевать, в принципе. У нас внутреннего ничего нет.
Ну да ладно. TRA use scene component. Создаем TRA use scene component. Array use scene component. Оу. А инквизитор, а ты откуда знаешь, как на Unity все? Ты юнитолог? Или как? Так. Ты откуда знаешь, что там на Unity происходит? PowerPoint класс. Значит, мы собрали все это в единое целое. Теперь нам надо пройтись по нему. Какие вообще шансы найти работу на Unreal? Мне чё-то кажется, на Unity вакансий больше. Да, на Unity будет проще найти. Не я готов тестил, а Unity на стримах видел. Видел. Ну, он странный, короче. Все, что могу сказать то, что, короче, в общем, он странный как-то. Но это может быть из-за того, что я как бы на Unreal это провел все время. Поэтому вот как так. Ну и плюс он голый. То есть там нет структуры, он чистый такой вот, прям чистый. Виджеты там, короче, там он странный. Странный, короче. Так, мы разбили. По поводу работы найти. Но на Unreal будет тяжело. Недавно смотрел стрим по ремейку Dead Space и рассказывал стримеру о том, как юнитологи в последнее время клепают говяные инди-недохоррора. Чтобы начать пичкать игры на Unity, нужно себе базу создать, проще новичкам. Да. То есть ты, да. Да не странный, но выглядит и ощущается он как колхозный. Да не, странность. Я не про визуал, я не про этот самый, я про взаимодействие, как ты с объектами взаимодействуешь. Как ты, как там вообще устроено, то есть как он работает, как что вызывается. Вот это вот все для меня странно. Я же говорю, это скорее всего из-за того, что я в основном на Unreal. Поэтому и говорю, что странно. Не плохо, не хорошо, а странно. Я не даю оценку в качестве хорошо или плохо. Я даю оценку в качестве моих ощущений. Потому что для меня это странная история. Это блупринты, не нужно язык учить в Unity, иди учи. На Godot можно работать с плюсами, как в UE. С плюсами, как в UE, без понятия. Ты у этого спрашиваешь, инквизитор. Блюпринты. Ну, насколько я понял, у этого тоже есть блюпринты, но там они такие сратые. The Camel Case Inquisitor принты же медленные. Смотря что ты с ними используешь. Смотря как ты их используешь. У блюпринтовцев... У блюпринтов, у них как-то, у людей, которые пишут на блюпринтах, у них мышление как-то поиначе устроено, я не знаю. Во-первых, у них дикая боязнь костов, прям бешеная. Вот. И там супер мифы какие-то о костах и интерфейсах ходят. И у них нет такого, они не любят кешировать данные, они как-то неправильно их используют в плане того, что постоянно расчеты переделывают. То есть они-то вот эту вот свою полосочку потащили. Тоже можно на плюсах писать, только настроить геморрой на WoW 5 идеально легко это делается. Допустим, вот там какая-нибудь А плюс Б, да, у тебя получается результат, и ты его тянешь. Дайте хоть пару примеров игр, которые сделаны чисто на блюпринтах. Это инди в основном всякие. Ты делают на этом, на блюпринтах. Все. Кстати, да, в основном, я не знаю, в основном, что как происходит. Я в конторах таких не был, но часть логики переносится на блюпринты. Для меня это странная фигня, типа у тебя половину там. Это какая-то неудобная шляпа, если честно. Вот мне чисто. То есть, когда все должно быть в одном месте, то есть... Если, ладно, тяжелую логику, хорошо, мы вынесли ее в плюсы,
Но тогда 90, условно, 5 там, процентов у тебя блюпринты, все, строго вот 95 там А плюс. смысла нету делать на плюсах. Это 2 третьего класса с тяжелой логикой на плюсах. Вот половина там и половина там, мне тоже не нравится такое. Ну вот, я говорю о том, что вот 90 плюс условно на блюпринтах, а супер тяжелая логика туда вынесли, и все хорошо. Всем привет. Нет боязни кастов. Плиз подскажите. Проблема такая. Назначена спец. Атака на клавишу R, но если я держу W, то атака не срабатывает. Как исправить? У тебя W блокирует R. Ну, либо у тебя не W блокирует R, а у тебя анимация перебивает. То есть ты вызываешь на W... Я не знаю, сказал привет, нет? Выключить и включить пробовал. Выключить. Ты когда нажимаешь на спецатаку, ты же продолжаешь двигаться. Скорее всего, у тебя анимация просто другую этот самый. Ну как сделать, чтобы не блокировало? Ну, в смысле, как сделать? В коде это сделать. Ну, он consume input flag у true поставь. У input Consume input flag в true выставь у инпута на R. Blueprint юзаю чисто для отладки и назначения ассетов. К сожалению, в полноценно компилируемый код в принципе нельзя надежно внедрить рефы на ассеты. Что-то. Консюм чего? Что? Я не знаю, что тебе там подсказывали, но, скорее всего, ты просто-напросто перебиваешь одним действием Это другое гидра? действие. Не, это не гидра. Гидра отдыхает. Ну, так он в школе гидра, ты понимаешь? Я ж написал чего, ищи настройку. Это, вероятнее всего, у человека просто написана такая логика. Он двигается вот на W, потом он нажимает спецатаку. У него включается спецатака, но так как зажата это самое... Я не расслышал. Зажата кнопка вижу. вперед, она перебивает анимацию, а у него на анимации, вероятнее всего, забито все. И как бы и все. Это первый вариант. Второй вариант, он когда зажимает W, у него становится флаг какой-нибудь, типа блок. И блок на false становится только когда он отожмет. И она, соответственно, ничего не работает. Это второй вариант. Но это то, что я бы первое посмотрел. Но там подсказали о каких-то там consume input flag в true поставь. Consume input. Вот. То есть тут помочь, только помочь чем можно? Тут только с кодом надо в код смотреть. Я этот код не вижу, F-вектор. Спасибо. Да, пожалуйста. Это вряд ли мне, но... Блин, ник такой классный, блин, его еще так надо прочитать хорошо, чтобы не то не услышали. Пиздайс. Это просто rotation equal F. Rotate. F rotate? Подожди. F rotation. Нет. А что тогда? F? Да это базовая логика, за как тут помогать, идеальный совет, иди на YouTube и смотри все, что найдешь. Пиздайсу спасибо. Логика помогать. Ну типа того, да, но это же стандартная фигня. Видел в стиме игру Пиздюк? Угадай страну разрабов. Я ведь говорил, это не Так, просто ник. вот по поводу вот этого... Ха-ха, нас этих пис полн. Там их, да, вот. Человек же ник, у него игра также называться будет. Вот. Подожди, а вы... Можете подсказать? Как мы rotation, почему он не... F? Или я с маленькой буквы писал? Rotation. Что за F rotation? F rotate.
Не, в смысле? Ха, подожди. А чё он возвращается? Ротейтер. Я того любил. Я того шатал. Вы ничего не видели, не было этого. Потом вырезать надо. Все, ничего не было. Никто ничего не видел. Так, у нас есть location rotation. Мы записали. Потом в этой локации, короче, трансформ надо собрать. Трансформ надо собрать, только не надо его собирать. Вот так вот вам. Мы сейчас вот так вот сделаем, смотри. Это удаляем нафиг. Трансформ. Трансформ. Так, вот трансформ. Точка. Set location. Set location. Точно такая же transform set rotation. Set rotation. Вот. А что он принимает в себя? F-quad. Это еще что это такое? Что не хватает? Не хватает скобочки. Есть такая история. Есть такая история. Мы ее сделали, и мы что? Правильно, мы молодцы, значит. Тернион. Потом нам надо из вот этого товарища заспавнить этого товарища. PowerPoint. Ой. 0 поинтер. Еще человек писал, что нет боязни костов. Это личное, что типа нет у тебя именно, или у блюпринтовых ребят нет боязни котов. Костов. У блюпринтовых есть боязнь костов. Там прям не то что боязнь, там прям боль у них. Get component location. Там прям начинается зависимость. Это точнее как в начале. Нет. Там начинается в начале память. Потом то, что он медленный. Потом, ты вначале объясняешь. Я кастонул только что Дверь, ну, правильно. Первое, это про память рассказывать. Если про память объясняешь, что ни памяти ничего нет, то это второе, это объяснять за то, что это медленно. Но медленно мы проверили. Ладно, я до недавно тоже думал, что это медленнее, чем на интерфейс. Тут такое дело. Но это что это медленно. Третье, это зависимости. Это по очереди. То есть ты объясняешь, что это не так. Вторая начинается, потом вторая не так. Третья начинается. Четвертого пока не было. Четвертое, точнее, может быть и было, я просто не запомнил. Что у вас есть варианты какие. Что там четвертое. Значит, что мы делаем? Мы спавним его. Спавним TiverPoint equal getWorld. Вот это мне интересно. GetWorld, что он получит здесь? Потому что если он заспавнит его в том мире, я вообще не очень представляю, как будет. Тут может потом боком вылезти. Я сейчас хотел кастануть прямо из интерфейса, но так и не понял как. Ха-ха. Что значит из интерфейса кастануть? Ты не можешь из интерфейса кастануть. Не, подожди, в смысле из интерфейса? Интерфейс у тебя просто определяет, что у тебя есть там какой-то метод. Ты же не можешь там ничего сделать. Вот. А в смысле в реализации метода в интерфейсе кастануть можно, почему, собственно, нет. Так, getWorld. Ты говорил, что можно. Каким образом? Как это физически даже невозможно.
Мне кажется, ты путаешь, о чем я говорю. Сам интерфейс, он же, ну, ты в нем ничего не можешь делать, кроме того, как объявить метод какой-то, ну, функцию. И все. Ну, то есть, что вот она существует. Потом ты, когда ее привязываешь к какому-то классу, ты ее реализуешь, эту функцию, ну, метод в данном случае. Ты этот метод реализуешь как-то. И в реализации уже, да, ты можешь кастовать, что хочешь делать. А в этом у тебя это физически не получится сделать. У тебя тогда это уже будет не интерфейс, а класс отдельный. Ну, там-то у тебя Unreal просто не даст этого сделать. Но если так вот, поэтому, то вот так. Так, getWorld, spawn actor, Я так и знал, что ты просто фантазировал. point. По поводу чего? Point. Spawner. Tower point. Transform. Transform. И вот это же ему вот эта вот фигня нужна. Spawn parameters. Где мы это делали? Это... Чик-чирик. Это стырил и пошел дальше. Я-то не помню, что там к чему. Ну ладно, сейчас будем вспоминать. Давайте попробуем вспомнить. Ладно, уговорили. F actor spawn parameters. Чё? Завтра Юлда. Завтра, завтра суббота. Always spawn. Вот эта вот часть меня интересует. Parameters. А Йолда? Йолда, блин. Йолда. Йолда это, конечно, хорошо, но с 95% вероятностью нет. Давай так. Ты всегда по субботам стримил Йолду. О, это ключевое слово стримил. Ну, типа, в прошедшем времени. Видишь, вот если бы ты правильно написал стримишь, я бы постримил. А так ты, ну, неправильно все вот так вот. Вот так вот получается. Бан. Получается, да, вот так. Бан, да. Идите нахер! Нахер. Так, если он заспавнен, он должен инициализацию запустить и дать ему name. Давайте в TirePoint сделаем init. Еще последний мой вопрос и не буду больше отвлекать. Давай. На данный момент ты одинаково владеешь и плюсами, и блюпринтами. Я уже блюпринты забыл. Как? Но вспомнить блюпринты будет на раз-два. Будет на раз-два, но тяжело, конечно, но на раз-два. На раз-два. Как-то так. Да я уже не помню. Ну, там же типа то же самое. То есть ты... Ну, почти то же самое. Ты же делаешь то же самое, просто это все в кубиках этих лапши этой, спагетти и прочем. Классы и методы там одинаково называются. Ну, в основном, да. Там иногда ёпики, конечно, приколисты, но в основном, да. Если ты думаешь, что знаешь плюсы, то сильно ошибаешься. Ну да. Это к чему написал? Так, и TirePoint. Даже Бьярн Страус Труп не знал их полностью.
Но вот это вот начинается, это же душнина, Дендракл, вот это вот, типа, мол, а что такое знаю, а как это самое, вот это вот, а на каком уровне, вот это же душнина. Ну, ты же душишь сейчас, душишь. Так. Я хочу... Я хочу. Я, наверное, все хочу. Я наверное, все хочу. В главном случае факт. Любой плюсовик знает блупринты лучше плюсов. Все может быть. А тот, который не прикасался к блюпринтам, допустим. То чё? То как? Чё за... О, вот это вот. Кто мне сделал? Кто это так сделал? Тут уже нужно записать его. Обязательно записать. Так, записать. Ну и, соответственно, player info. Кто не прикасался, Ой. тот сразу поймет их на инстинктивном уровне. Да, но на момент, допустим, вот как ты сказал, вот человек не прикасался. Откуда он знает уже лучше? Это же ему надо начать изучать. То есть в моменте-то... Вот видишь, как оно весело, когда не только ты душнишь? Видишь, как получается весело? Player info. Вот так вот, да. Ну, я имел в виду все, кто с уриналом работал. Ой, пошли вот эти вот все уточнения, вот эти вот все вот это вот. Всех. Гид для плюсов есть, а как сохранять принты? Там же графы. Ну, вообще, ну как, ты можешь их сохранять? Он же, ну, блюпринты у тебя в любом случае это текст внутри. Ты их также само сохраняешь. Есть диверсион, такая этот, она для этих заточена, для Unreal как раз. И вот она, по идее, она показывает, как в блюпринтах менялось. Но у меня что-то один раз у меня получилось это посмотреть, больше у меня не получалось это посмотреть. Вот. То есть она для команды хорошо работает. Те, которые... Короче, есть они там делают скриншоты какие-то, или не скриншоты, или слепки, что-то, короче, можно полазить, посмотреть. В общем, что, куда вызывалось. Оно делается, но все это шляпа. Это все шляпа, конечно. С буковыми работать удобнее, чем с блюпринтами. Таверпоинт. Тут пробел, хочу дырку. ТКС. Обращайся. Мы получили, теперь я хочу Таверпоинт. Таверпоинт. Init Taverpoint. Запустить метод и передать сюда player info. Player info. Вот это. После этого всего. Просто дестрой вызовем. Просто дестрой или как? Или мы там что-то еще хотим от него? В принципе, мы ничего больше не хотим. Мы все заспамнили, как бы все. Передал player info. Он же должен еще... Ну да, мы должны сейчас запустить init Taverpoint. Это успавн вот этого. А вот это вот хорошо, кстати. Вот это вот уже... Нет, подожди, у него же... Да. Подожди. Я не создавал. Не создавал. Он же должен указатель на себя иметь сразу.
Таверпоинт спавнер. Вот это мы берем. Идем в... Куда мы идем? Player Start. Сюда вот мы идем. Твою душу любил. Ты засранец. Tires Point. О. Player Start. Что ты сюда закинул? Сюда встань. Так, открываем header файл. Player Start. И вот сюда, не поверите, делаем вот такую вот вещь. Опля. 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 Такая вот магия. То есть здесь и поплохело этой магии. Ну да ладно. Оп, оп, оп. Оп. И оп. Правда, оп. Point спавнер. Вот он передает. Он в него name засовывает. А тот получает не только name, а вообще все. Все, это все. Оу. 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 Оу, оу, оу. То есть здесь он не видно. Эмот. Вот это вот Player Places. Где у нас происходит? А ну-ка. Main Power. Но у него еще нет инфы вот этой всей. Он чисто по нейму. А нам надо что-то кроме нейма? Понятно, что мы потом можем спокойно достать по нейму, обратиться и достать всю эту инфу, если что. Вообще без вопросов. Но вообще, если брать. Ну ладно, допустим, name, хорошо. Хорошо, принимается, допустим, name. Вместо такса мы... Такс нам не нужен, мы вот здесь вызываем инициализацию init. Init... Какой у нас init? Init TPS, вот этот. Вот здесь я хочу fname видеть. Fname. Та же самая история. Типа он еще раз дуплился, я был бы так счастлив. Destroy. Ну, по идее, все. Сейчас давайте создадим этого актора пустышку. Play Tower с зеленым кубом каким-нибудь. Да, можно и с серым, там же они белые все равно. Кстати, надо отключить им сразу коллизии. Он сейчас это не воспримет. Прочее.
Тайвер Point класс. Вот же он. Тайвер Point класс, Тайвер Point. А как тебя скрыть, слышишь? Ага. Тайвер Point спавнер, Тайвер. Так, нужно больше вкладок. Хочу здесь видеть... кого хочу здесь видеть? Давайте... Куби, короче. Хочу видеть Куби. Обычный Куби. Вот такой вот... Вот такой вот Куби хочу видеть. Все. Еще больше. Сюда мы добавляем BP Tower Point. Потом у этого товарища нужно его как-то сделать. Там вот эта вот навигация что-то была, чтобы он не пересчитывал ее. Во-первых, Cast Shadow нафиг не нужен. Fill Collision and for no mesh. Так он уже стоит, да? У меня, правда, вопрос. Что по этим? Чё по внутренностям? Они там сохранились, нет? Спаунер, enemy start. Че не сохранилось? Но он чё? Spatially loaded actor. As we level. Start a reference sequel loaded actor. Короче, ему не нравится загружать вот этих вот акторов в спавны и прочее. Ну да ладно. Пусть старается. Подожди, все. Оттестить. Мы же указали у него, правильно? У этого. Ну да, указали. Ну, погнали. Это успех? Или это не успех? Или это надо делать на сервере обязательно? Хотя у сервера тоже не было. Ни у кого не было этой фигни. Ну давай смотреть, что здесь. Может, он сюда улетает. Я его нигде не вызываю, что ли? Тайвер Point спавнер. Вот он, да. Он вызывает его, передает name. Player start. Он почему-то весь подчеркнутый.
Players has no member. Ну, это понятно. Это спасибо Unreal. Я же... Я же не указал нифига. Там же дырка. То есть вот Player Start. У него же вот дырка. Нужно указать этого. Поэтому он там ловит этого 0 поинтера и ничего не запускал в нем. Так, play. Вот, хорошо. Так, это ничего не сработало на сервере или это не сработало у клиента? Это у клиента. Нет, смотри. Ну да, на сервере отспавнилось, а у этого не заспавнилось. Ну, потому что у одного только, хотя должно было быть и у второго. То есть он отспавнил. Окей, есть. Вот они красиво ходят по этим. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Понятно, что это все скрыто. Будет эти точки. Так, значит, на сервере мы, значит, запускаем этого товарища на сервере. Спавнер. NTPS, ufunction. Ufunction. Сервер. Reliable. Обязательно. Без этого, как еще без этого? Implementation. Implementation. И что? Правильно, перезапускаем, потому что я правильно шатал этого самого товарища. Товарища. То есть не только на сервере, он везде должен это сделать. А как же то, что рассказывалось, что это все происходит в любом случае спавном занимать сервер? Почему нет утёга Фури? Зачем там тег Фурия? Что за врыв такой? Мультикаст, мультикаст. Ну это странно, на мультикаст делать. Допустим, чисто ради теста. Все ради теста делается. Понять вообще, что происходит. Зачем тут тег фуры? Или где тут? Так, он их вообще не спавнит. Вопрос, почему? Во-первых, он-то... Тут приветствую. А все сломал. Че сломал? Из-за усиков как раз под файт. Молодец. BP Tower Point спавнер есть. А то, что он наспавнил, нету. А знаете почему? Потому что он в контексте этого мира, что ли, существует.
Или как это работает? Так, а почему? Почему спаун произошел у сервера, но не у клиента? А? А, вот и я. Что происходит вообще? Да, гейм-овер. Но есть другая эта плашечка такая. Буду байтить вас на команды. Payload, по-моему. Называется команда. Так, ну у сервера все хорошо отработало. Да, 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 вот это вот драку, да. У меня есть опасение, что это все, потому что мы его в уровень засунули. Это фиаско, братан. И оно то же самое. А еще в идеале вот этот массив, который у нас тут получается, куда-то записать и потом передать. Потому что нам надо по всем им пробежаться, пройтись в дальнейшем. Но это потом. Плюс вот этот дестрой не сработал. Кстати говоря. А ну-ка. Блин. Как удобно. Ну ладно, мы на одном тогда потестим. В идеале у клиента Тавер поинты должны быть свои. Они и так будут свои. Что значит в идеале? Они и так свои. Подожди, ты меня сбил. Я хочу вот тут вот visibility поставить ему не hidden game. Понимаешь, он только один словит. Он даже не один не словил. А там вот видно. Они не тут должны не быть видно. синхронизированы. Подожди, я ничего не понял. Почему тут он такой, он тут даже не удалил его. Причем там он удалил его. Там он удалил самого вот этого вот. А тут он вообще ничего не сделал у клиента. Причем он стоит. Это как? Как это так? Как так-то, а? Ну вот как так-то? Как это происходит? Почему вот это вот... ну давай, это же один раз запустится, правильно? Судя из того, что у нас получается. А должно два раза. Ну вот первый раз пошел. Continue. Игнор. Траля-ля, траля-ля. Второй раз. И где ты тут напортачил? Посмотреть мне, дай. А чё в Таверпойнте ты мне не дашь, да, посмотреть? Но он залетает в него, соответственно, там не эти самые. То есть он их отспавнивает. Но это понятно. Вот он пошел, и все, как бы. Но он ему не отобразил их. Хорошо, если мы сделаем сервер. Обратно, он же тоже два раза его запустит. Просто тут, я думаю, не нужен мультикаст.
таким образом. Беда. Вы чувствуете, что беда? Я чувствую, что беда. Так, первый раз. Continue. Ignore. Бла-бла-бла. И вот второй раз запускается. Прив, народ, как настрой? Привет. Да, что-то пошел процесс такой не очень сейчас. Ничего не понятно. У тебя как настрой? Так, ну вот он второй раз залетел. То есть все правильно. 2 раза. Он ничего не сделал. Причем он не отображает ни свое, ни чужое. Вообще ничего не отображает. Это как? Как так-то? Хорошо, я просто легко. Все разбирается ГПТ, давай. Так, типичная для сетевой у тебя и вызывается на сервер, раз метод помечен как и function сервер. Откуда ты знаешь, как у меня метод помечен? Возможный кластер не реплици... Я забыл на репликейтед сделать. Я забыл одну вещь. Одну очень важную вещь. Нет, be replicated, be replicates equal true. Чувствуйте всю эту мощь, всю эту боль, страдания. Сейчас Дендеракл вылетит и скажет: я же говорил, что они должны быть общими. Вернул бы мульти, а не сервер. А зачем мне мульти? Зачем мне мульти? Оп, и все есть. Зачем мне мульти? Если он там спавнит именно и удаляет. Если у тебя, кстати, спавнер тоже нужно сделать мультикаст, репликейтед, потому что вот он остался здесь. В смысле? Diver point spawner. Фиаско, конечно. Это фиаско. Так вот, сейчас Дендеракл вылетит, скажет, оно же должно быть у каждого свое, зачем ты вот эти поинты всем передаешь? Потому что у нас есть такая замечательная вещь, как вот эти карточки, которых еще нет, которые влияют на этот. Может, я захочу, чтобы можно было взять и заблокировать поинт какой-то. Вот карточка такая будет, взять и заблокировать один слот. Вот такая вот дорогая карточка. Ты берешь и блокируешь слот какой-нибудь. Или этот самый. Или башенку какую-нибудь, которая в этом слоте. Потому что они-то все юзабельные. Тут. Или, ну, усиливаешь. Если врагу усиливать. Усиливаешь, так к своему относится. Хотя, может быть, усиливаешь центральную, но ослабляешь 2 по бокам. И если у чувака дырка стоит, то есть ты, получается, усилишь дырку и ослабишь 2 по бокам. О, как вам? Классная штука. Типа берешь эффект, карточка такая. Так как они же идут по очереди,
Надо будет потом, правда, найти как-то по очереди сделать, чтобы он понимал, что зачем идет. Но, тем не менее, берешь, усиливаешь одну центральную и 2 по бокам ослабляешь. И ты можешь это на союзника, на противника юзнуть и на себя. То есть, если у тебя по А бокам... разработка дырки будет. Твоей? Или чьи дырки-то? Ты умеешь. Так вот, на себя юзаешь, если по бокам нет, Вражеской. вражеской будет. По бокам никого нет, ты свою башню усилил, получается. Или наоборот, ты... Да. Или наоборот, ты... Так как у врага по бокам есть башни, а в центре нет, ты А наоборот он будет ныть, ослабил. за что дырку разработал. Блин, классная идея. Как вам идея вот эта по бокам, чтобы ослабить? По бокам башни ослабляются, центральная усиливается. То есть эта карта и для себя хорошо, можно использовать ее. И можно использовать и на противника. Единственное, что это понять, теперь логику написать, чтобы они понимали, дырка рядом есть или нет дырки рядом. Как они будут понимать башни, что там рядом вообще, что следующее. Скорее всего, их нужно будет нумеровать как-то. Тогда они должны не в разнобой быть. Вот тут сплайн бы хорошо подошел. Они-то четко знают, кто за кем идет. А тут надо нумеровать и, скорее всего, какие-нибудь, я не знаю, цифры выводить. Я фиг его знает. Какой-нибудь виджет прописать, чтобы над ними цифры были над каждым. Над каждым этим циферка была вот тут написана виджетом. Типа 1, 2, 3, 4, 5, чтобы мы их по очереди все расставляли, эти штуки. Чтобы они понимали, что такое по бокам. Во. Типа такого, короче. Блин, ну мне понравилась эта идея. Прям кайфовая. Дает и себе пользу, то есть ты можешь что-то с этим делать. Не обязательно только на противника карта. Она и для тебя полезная, то есть ты свою башню можешь усилить. И можешь ослабить башню противника. Переделывай всплайны. Мне проще будет написать этот код, который просто-напросто будет отрисовывать по очереди вот эти циферки в них, а потом просто их собирать. Он же в массив все равно у тебя собирается вот здесь вот. Вот это вот он. Просто по очереди ты даешь ему 1, 2, 3, 4, ну плюс 1 от индекса и понеслась. То есть вот сюда в инициализации просто индекс засунуть, а этот поэтому сделайте проходку через индекс и все. Как бы проблема решена. Ну как-то так. Ну а на констракт, то чтобы он создавал тоже типсов классов сделать, добавить виджет, чтобы он создавал вот этот виджет-компоненту, точнее. Виджет-компоненту, которая будет принимать в себя номер вот этих индексов, тоже собирать постоянно. И, соответственно, мы когда нового создаем, над ним сразу же будет появляться виджет, который отображается нам в экран. И там номер написан, какой он этот. И все, то есть кубик со стрелочкой с номером. Как вам? Я думаю, кайфовая история. Так, мы сделали... мы все сделали, мы вообще красавцы, вообще такая крутая штука. Какая крутая штука. Теперь нам надо вот эти поинты, которые мы создали, чтобы они были какого-то размера. То есть у них куб остается. Это куб взаимодействия наш. То есть он должен быть, короче, большим. Большим должен быть, чтобы мы на него именно попадали, но не большим в качестве, не в смысле там ввысь, а так, чтобы мы попадали именно на него точно, четко. То есть не было такого, что вот, допустим, вот этот куб стоит, вот, он большой, и мы не можем попасть в другой куб, который за ним. Такой порнографии не было. Здесь четко все на куб, соответственно. Ну, короче, плюс-минус вот это вот 0,5 взять. Короче, 2,2,0,5 от стандарта. И, в принципе, нормально. Где наш ауф? Тайверпоинт, вот он. Кубия. Точка 5. 2,2. Все, мы сделали. Отдать ему... блин, а материал, он же мимо него, да, клацает?
с тем материалом прозрачным. Соответственно, нам надо дать наш материал сделать и код написать, который менял бы материал, так как я хочу, чтобы когда мы, допустим, выбираем, либо выбираем точку, куда поставить, либо еще что-то делаем, чтобы они условно подсветились. Или это срань будет. То есть, допустим, мы выбираем башен. А, подожди, у нас же выбор башенки вообще уже нету, да? Мы же вот эти вот захотели таблички. А, подожди. Так может, подожди, не, мы же таблички. То есть в центре у нас находится табличка. Давай табличку нарисуем. Давай еще один куб. Цилиндр. Или как он там? Цилиндр. Цилиндр хочу. Все, это наша табличка. Ну, ты сейчас больно дам. 5, 1, 1. Все, это наша табличка. Все, это наша табличка. У нас такая вот табличка. Давай, плей, сейчас на табличку посмотрим. О, табличка. И как бы, ну, понятно, что поменьше, побольше. Табличка. Мы на нее кликаем. У нас вылетает менюшка. Мы выбираем, какую башенку построить. И в этой менюшке как раз таки у нас и показывает, что там, ну, типа, сколько стоит tooltip, что дает, и так далее, и тому подобие. И tooltip можно вывести вот сюда вот вниз. То есть вот мы кликнули, и у нас, ну, там, где товарищ стример, там появляется tooltip. Клик. Ну, точнее, клик, у нас список башенок. Мы наводим на башенку. Нам там сразу может минимальная информация какая-нибудь, типа стоимости и названия. А вот здесь вот такая вот побольше, там вот сколько наносит урона, какой тип атаки, вот это вот, типа, еще раз стоимость. Короче, более развернутая информация. Как вам идея? Блин, а так, когда на весь экран, оно как-то получше смотрится. А ну, давай. Еще раз. Я твою душу любил, но я ответственно заявляю. Unreal, ну запомни ты, пожалуйста, положение-то второго экрана. И вот он пошел, смотри, так, оп. Башенки, пью-пью. И не так издалека смотрится, блин, кайфово. Жух. Оп. Оп. И все. То есть мы нажимаем. Табличка. Мы нажимаем, вылетает список. Я не знаю, как сделать круг. Ну, точнее, я-то знаю, как сделать круглый список. Надо его нарисовать, но мы не будем рисовать, у нас будет список просто. Просто список. Такой, оп, полоска. А, может, полоска вот такая вот будет. Горизонтальная, не вертикальная. Лучше горизонтальная, наверное, да, полоска. То есть мы нажали, бац, горизонтальная полоска. Мы наводим, и сверху тут вот дополнительный tooltip с вот этой минимальной информацией. И с максимальной информацией здесь. Да, меня это устраивает. Вот так все будет. Потому что я хочу всего лишь 5 башен. Дальше, когда мы еще раз клацаем, там уже башня есть, то tooltip другой вылетает. Башни, ну, апгрейд такой-то, такой-то, такой-то. Тоже минимальная информация, сколько стоит. А вот здесь максимальная информация, что там будет происходить. Потом, когда апгрейды мы сделали, то есть чуть скорость увеличили, чуть-чуть там урон увеличили, вот этот вот, поувеличивали ему эту штуку. Надо, знаете, что сделать еще? Какой бонус у башен будет? Уменьшение эффективности действия, ну, дебафов. То есть есть такой еще дебафов от вражеского игрока. То есть если, допустим, чувак берет и делает на 30% меньше, мы можем взять и уменьшить это значение там на 5%, ну 5% от 30% берется, типа вот так
сделать. На 5% меньше негативных эффектов и дополнительно 5% больше позитивных эффектов. Есть такой еще параметр будет. Кайфовая тема. Короче, мы улучшаем. То есть эти мелкие поулучшали. Бац, башня улучшилась. И следующее улучшение мы уже выбираем. Она там будет менять как-то вот стрельбу свою. Не просто стрелять, там, допустим, по 2 снаряда вылетать. Такой эффект дать. Или там по цепи может начать бить. Или еще как-то, короче, как-то менять там. Или наоборот, там, метеориты пускать вместо снарядов. То есть, бац, пускает метеорит с небольшой задержкой и падает он. Наносит там x5. Но если быстрые мопцы, как бы, то есть тебе надо там в скорость идти, и там скорость появляется. Ну, короче, такие вот вещи сделать. Или там бац, какое-то улучшение дополнительной статы. Это не статы, а начинает наносить урон от дополнительной стихии. Там. К огню добавим и к определенной, то есть огненная башня может дополнительно наносить от физики, ледяная там, ледяная от молнии, там, короче, не как-то скомбинировать их вместе. Вот. Или просто сделать на выбор уже, чтобы игрок сам решал. Наверное, сам решал, что это сам решу. Будет, я сам решу. Кто понял, тот понял. Все это здорово. А теперь вернемся на землю. Нам нужно, чтобы башенка реагировала, точнее, вот эта табличка реагировала на клик. Вернее, не сама табличка, а вот эта А вот что часть. по лору? Что по лору? А чё, какой лор? А чё, лор должен быть? Сейчас. Какой лор? Какой лор? Какой лор тебе? Никакого лора. Лор потом. Все потом. Вначале... Знаешь, вот на опыте, так сказать, уже... Я что-то пытался делать в предыдущем этом. Я понял, что я мог это даже не пытаться делать, даже не тратить на это время. Получилось бы то же самое. Все получилось то же самое, поэтому смысл мне сейчас думать о лоре в начале механики, а лор потом доедет. Лор потом. Он еще не выехал, он потом доедет, короче. Он сам Обязательно должна быть башня ментального урона, наносящая урон психике по площади, оскорбительными выражениями. Так, башенки, установки, установки башенок. Клик. Лор еще не доучился в меду не вере. Он еще в процессе, да. Он доучится, а потом выйдет, потом приедет, доедет, и все будет хорошо. Так, дайте подумать. Клик на эту башенку. На башенку, на этот спот. Клик на спот. Открывается виджет. Открывается виджет. Ну, виджет это потом. Давайте вначале сделаем, чтобы вообще что-то происходило на клик. Ну что, это, конечно, здорово, но... также плюсом, подожди. Ну, во-первых, куб надо создать. Давайте начнем с того, что нам надо иерархию вообще прописать. Это то, что у нас тут создается. uProperty, edit anywhere, blueprint, rewrite, blueprint, read on, или точнее, категория, diver point. Ай, подожди, пока одного хватит. Маш. Оппонент.
Scene component. Scene component equal create default subobject. Use scene component. Нами. Текст. Подожди. Scene component. Кста, когда бубукулу добавишь. А, Бубукулу. Ну, в качестве этого, как его отсылки. Когда-нибудь потом. Но это босс будет, подожди, потом. В смысле потом? Никаких потом. Это босс будет. Каждый какое-то количество волн, там, допустим, каждая 10-я волна босс. Босс будет идти. Бубукула. Босс Бубукула. Static mesh component. Потом scene root. Root component equals scene component. А чё, понравился Бубукула, кстати? Ты его, кстати, хоть раз-то убил? Или не? Или не доводилось? Ой, setup. Attachment. Сценка. Бубукулу будет телепортироваться к камере игрока и загораживать обзор. Да. Не, Бубукула будет просто очень толстый и просто будет идти и все. Все. Больше никаких вариантов у него нет. Просто он очень толстый. И чуть медленнее будет в 2 раза, а толще раз в 5. Вот, будет идти. Чем обычно. Да какие в 5? Раз в 10 поставить. 10 тоже мало. Всего в 2 раза. Раз в 20-30 он толще. Вот. Я убил Он его один медленнее раз с по First Try на бета-версии. Мне ничего не выпало и я дропнул. Но это бета была. Ты в релиз вообще играл? Драк? Релизную версию или нет? Релизную. Звучит, конечно. Релизная версия. А ты играл вообще или нет? Сокет. Коллинг. Какие-то ошибки выдает. Так. Тут. Есть. Знаете, что самое интересное? Там-то надо вешать на вот это товарища. Да? Я и не качал релиз. Я вообще в последнее время не играю ни во что. С 2G объявил гиперфокус. Ну, гиперфокус это хорошо. Фокус на девелопменте. Это прям вообще замечательно. Так, что касается... Я на Init, наверное, сделаю инициализацию, чтобы было. Он кликет есть. Опа. Even call it when the left mouse button is clicked while the mouse is over this component. Click events are enabled in the player controller. Enabled in the player. Он кликет. Понял? Только там действительно, там же у контроллера должна какая-то штука быть. Закрыл контроллер. А он мне нафиг не нужен был здесь. Вот он нафиг мне здесь не нужен был. Но вот как только он понадобился, все, я его закрыл, оказывается. Представляете? Что это такое? Браузинг контент. Давай. Вот тут enable click events или что-то такое есть, по-моему. Курсор. Вот, они мне уже стоит. Enable click events. Все. Это не замечательно. Он не спадает даже когда я выгораю. В такое время я просто сижу за компом, смотрю на монитор и пускаю слюни от непонимания, что я делаю. Печально тогда. Точка. Чё, Думаник. Дунамик. Ну, как обычно. This. Что-то так. Тайвер. Point. Тайвер point. Что там? ufunction. Ufunction. Он кликет.
Только вот она ж что-то принимает в себя там, правильно? Вовремя я остановился от создания собственного мувмента. А то выгорел бы так, что только угольки остались. Ну вот, видишь, как хорошо, что остановился. Ой. Да ты, у тебя какая-то мания, что-то перебор. Все свое прям. Надо остановиться тебе. Clicked, touched, component и FK button preset. Так, а если button preset, подожди, в чем прикол? Остановись, Генеракл, прекращай. Это не мания, это молодость. Да, куда молодость-то? Генеракл, не, я не буду задавать вопрос, самому надо отвечать. Он вроде молодой, я, кажется, помню, сколько ему. Еще... А, ну так вот, да, молодой. Но не настолько молодой, что прям молодой. Но молодой. Так, тачит компоненты, button preset. Есть контакт. Знаете, что я хочу? Я хочу debug message. Debug. Смотрю стрим, и шляпа испанская напрашивается кому-то. Как звучит двухсмысленно. Не, никому не напрашивается. Так, точка 2. Точка 0F. Я хочу все свое. Хочу свою планету, идентичную Земле. В личное владение, да? Причем это не связано с программированием, да? Это просто ты в личное владение хочешь. Ну на вид то может и молодой, а суля по количеству болячек уда старик которому за 80. Ну да, но да, он говорил, что он там 90 плюс ему по ощущениям. С елистиалом хочет быть. Походу. Так, что, все готовы? Ну... Ничего не работает. Ага. Причем он назначил его, да? Его назначил, обозначил, то есть все окей. Но... Но клик не срабатывает. Клик не срабатывает. Еще раз, как там писалось, что он хочет? Вот этот вот. Он кликет. А, там еще, может, в самой компоненте что-то надо сделать. Галочку поставить. Tower point. А, ну, логично. Как вы думаете, почему? Гениально. Гениально. Мышь, трансформ, копия. Артмерс есть такое психическое расстройство, называется синдром Мюнхгаузена. Это когда человек сознательно симулирует или намеренно вызывает у себя симптомы болезни, чтобы привлечь к себе внимание. Синдром чего? Моношторм, что ли? Мюнхгаузен, Моношторм. Интересно. О! О! Видели, видели?
А вот тут не срабатывает. Потому что дебаг только на сервере срабатывает. Но вообще он должен его триггерить. Сам этот триггериться должен. То есть так клик и нихера ничего не триггерится. А почему? Почему клиент не триггерит его? У нас в медунивере это по-другому называлось. Но я уже стар и забыл точное название. Ничего ты вспомнишь обязательно. Вспомнил ипохондрия. Красавчик. Это я для этого. Может, он этот не хочет схватить. Я фиг его знает. А чё он не работает на клиенте? Опять вот эта вот фигня. А, наверное, потому что компонента может быть не этот, не репликейтед, или компонента не должна быть репликейт. Что этот словил, все окей. Компонент должна быть репликейт или нет? Сам компонент вот этот. Есть вообще такая история, как реп? Replicate physics, компонент replicates. Есть такая. Ипохондрия — это когда все время беспокоишься из-за возможности заболеть. Replicates. Компонент replicates. Ну давай поставим его. Хорошо, сейчас здесь. Replicates. Чё? Но он все равно не срабатывает. Это не из-за этого. А почему? А? Вот непонятно почему. Будем выяснять. Отношения. Physics to automatics. Так, слышишь ты? Труба. No collision. No collision. No collision. Generate overlap events. Cast shadow. Ну cast shadow надо, ладно, труба это cast shadow будет, потому что труба превращается в табличку. Лан, пофиг. Мне надо отойти на мин 20, галоперидол выпить. Давай, давай. Да я сейчас тоже на перерыв пойду, потому что надо пройтись. А чё потом? Да, давайте сейчас уже на перерыв, потому что я не знаю, что дальше делать. Может, пройду сейчас, подумаю. В чем может быть прикол. Давайте 5-10, максимум 15 минут и продолжим, окей? Продолжим безобразничать. Я без понятия, почему он кликает и не кликает одновременно. Может, потому что нужно, типа... А, нет, зачем срабатывание у двоих? Что за бред? Что это touched компонент? Это что? Это что? Что здесь вернется вообще? Ну, типа, кто это? Это мышка, что ли, вернется? Или что это вернется? Типа, как получить того, кто кликнул, допустим, какой игрок? Ты из вот этого надо доставать? Клиент. Ну, пусть будет клиент. Клиент написал вместо клиента.
Он говорит, что все должно работать, но оно не работает. Важно кликать в сетевой игры всегда делает так. Сервер не обрабатывает мышь клиента. Это логично. Когда клиент кликает, событие срабатывает только на клиенте. Но не срабатывает вообще. Когда клиент кликает, событие срабатывает только на клиенте. Вот такой всегда, скорее всего, висит на акторе, который существует и на сервере, и на клиенте. Значит, при клике у клиента срабатывает клиентская версия, а сервер это вообще не узнает. Так мне не надо. Слушайте, ГПТ как-то вообще интересен. Так, ну давай, ГПТ, ага, здесь события, он кликит, работает только на клиент. Где владельцы, у тебя сейчас хост, он же сервер кликает, он кликает срабатывает, потому что у него и клиент, и сервер в одном лице. Обычный клиент кликает события и не уходит на сервер. На сервере оно вообще не вызывается. Так оно мне не надо на сервере. Что задрачивает меня? Он вообще не срабатывает. Я ему объясняю, на клиенте не работает, он мне пишет, на делегаты эти работают только у клиента. Ну, он чисто прикалывается или что? Вот, я у клиента, вот, ничего не работает. Давай так попробуем. Нет. Ау.
М, Может, вот так. Может быть, вот так, потому что вот так, так как там именно на сервере же мы биндим, а... Короче, там же он с сервера вызывает эту фигню, а не у всех, поэтому такая вот шляпа может быть. А сейчас он вызовет и там, и там. Вот. Вот оно в чем дело было. Так, все тихо. Continue. Клик, 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 клик. Ну, на чужой клик, это понятно, на все клик. Это хорошо. Это очень хорошо. Теперь вот этот вот примитив компонент. Самый отличный вопрос. Давай разберемся. Все же примитив компонент это ровно тот компонент, по которому пришел клик. Тебя возвращает. Сам себя возвращает. То есть он действительно должен будет брать, постоянно доставать овнера своего и спрашивать его нейм и сравнивать с тем. В этом случае это статик mesh компонент или другой статик. Чисто ты можешь узнать, но овнер тут не подойдет. Так, он мне тут советовал какую-то фигню. Да, вот. Мы же можем... Или это не та фигня. Вот. Через get first player controller получить его. Он должен будет его получить. Из него вытащить информацию нашего павна. Контролит павн. И из него уже достать name. Это все равно не дает нам понятия, кто именно шлепнул туда. То есть отсюда нам никак не понять, кто шлепнул. Нам буквально придется делать все наоборот. Все наоборот. То есть не вот этот отслеживает, кто кликнул. Тут ничего не возвращается, кто кликнул. А именно наш клик. То есть мы кликаем, и наш клик берет, забирается в того и сравнивает те неймы, и там возвращает true-false. Либо же запускает действия какие-то. Только так. Иначе не получится. То есть этот он кликит, идет лесом. Кликит, идет лесом. Кликет.
такая вот история. Это нам понадобится в будущем. Есть. Так, это я закрою. Кто у нас отвечает за клик? Павн у нас отвечает за клик, правильно? По крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Stop player input component. Player input component. Stop player input component. Бла-бла-бла. Scroll, move, left mouse click. Вот он, left mouse click. Hit result under cursor. Spawn tower builder AS. Вот он сразу запускает spawn tower. Get hit result under cursor. Так. По-хорошему нет. Или да. Зачем я здесь контроллер зачем-то? Main PC. Андмарс, только сертралином. Нейролептики по моему диагнозу не выдают. Что такое сертралин? Сертралин. Серотонин, походу. Запечатка. Так. Ну, во-первых, мы немножко сейчас оптимизируем его, да? Вот здесь. Зачем нам проверку эту делать, если он вот тут улетает? Ингибитор обратного захвата серотонина. Сложно. С другой стороны, как-то... Ну ладно, это я фигней страдаю. Такое себе, то есть, если там, то зачем там, а если там, то зачем там. А так, короче, как посмотреть? Ладно, пусть будет красиво. Нам надо, в общем, здесь, после того, как мы получили вот этот хитрый результат, достать из него того, в кого мы вообще попали. То есть, в кого мы попали. Мы по визибилити стреляем, а можно стрельнуть по своему. Кстати. Можно это стрельнуть по своему. Как вы что смотрите на это? Я Collision Channel, вот эти вот. Можно стрельнуть по своему. Не по визибилити, а по своему каналу и получить только то, что надо. Реверсивный карбюратор обратного отсчета. Можно и по визибилити. Ну ладно, сейчас визибилити оставим. То есть вот этого hit result. Hit result. Мы должны достать get acta. Acta. Get acta. Как назло, вы не сделали шаблонный метод. Вот такое мне надо, такое я пью. Get actor. Я в плане того, что все эти таблетки страшная вещь, не пейте. Да. Get-actor, мы кастанем. Мы достанем оттуда информацию о ком. Подожди, нам не надо Я стоять. только последнюю дозу синего мета и все. Осуждаем. Прекращай так, ты чё, осуждаем? Дракл. Старт закрыть. Таверпоинт. Тут на инициализации еще кое-что нужно сделать. Это tags. Tags.add. Вот этот player name.
Player name. Через него мы сейчас быстренько проверим. А, кстати, ну да, быстрее. Там же просто хэштаг там в массив он забирается. Там он ничего никакие не приводит. Типа, конечно, хэштаг быстрее. То есть, если у него есть он, тогда мы делаем каст. Если нет, то нету. В случае, если есть, мы делаем двойное действие. Если нет, то мы не делаем двойного действия. Вот что выбрать? Вот какой случай лучше вариант выбрать? В первом случае, когда мы мимо клацаем, нам каст не нужен. То есть у нас одна проверка будет. Но когда мы клацаем по башне, у нас будет 3 проверки. А в том случае у нас всегда будет... точнее, не 3 проверки будет. Будет первая проверка, это на таг. Потом каст, а потом еще проверка на 0 поинтер вот этот. То есть будет 3 действия, а там только одно действие, когда мимо. Но, а если сделать сразу через каст, то всегда будет 2 действия. Вот какой вариант выбрать? Там, где при одном случае одно действие, при втором случае 3 действия, либо же всегда 2 действия. Стабильность, да? 2 действия всегда. Вообще огонь. Конечно, самый идеальный вариант это и вот этот получить, по своему стрельнуть и на бул проверить вместо этого. Слушайте, я, наверное, сделаю без тага. Так не пойдет так. Я сразу каст сделаю. Знаете почему? Потому что вот это вот я потом... Главное не забыть это, потому что я хочу это... А вы поняли, что я сейчас понял? А кто понял, что я сейчас понял? Или это не то я понял? А, это не то я понял. Забейте, это я не то понял. Но это было бы круто, если бы это то было. А я не скажу теперь, что это. Все. Так вот, я-то хочу изменить вот это вот в дальнейшем. Опять же, надо не забыть. Сейчас я это не хочу делать, я хочу это потом делать. Tower Point. Tower Point. Так, оп, Tower Point. Такая вот штучка. Так вот, я-то коллизию изменю, и туда будут в основном попадаться только те, которые, короче, не все, короче, подряд будет попадаться. Поэтому как бы все окей. То есть мы там просто на бул будем проверять условно, и все. Давайте сразу сделаем тут вот if. Не, я так не хочу. Это, конечно, сэкономит пространство, но не, это некрасиво. Мне не нравится. Bull B is hit. B is hit equal false. False B is hit. Такую вот фишечку. Да что ж такое-то, попади ты. И вот сюда вот include Tower Point. Tower Point, соответственно, Tower Point equal cast. Почему 2 раза? Биит что-то значит бульвар, что другое, в чем прикол? Ну вот так вот, потому что Brother, не нравится. What's that? Так, каст. What's that, brother? Ответ очень простой, потому что мне так нравится. Вот. Каст от Tower Point, от Tower Point. Чекпоинтер не хочу, я хочу if. Tower Point. Return, вот такая вот история. Ну, дальше он уже, как бы, если он, то он, то он.
А нам на так все равно проверять. А на так-то нам все равно проверять, понимаешь? Это ж мы не мы, типа такого. В любом случае проверка на так. Но она вот здесь будет проходить. Или оп, хэштаг. Актор. Хэштаг. Какой таг? Мне предлагают его получать, да? Самостоятельно. Геймплей. Name. А я не записал его нигде, да? Ну, пожалуйста. Ну и, пожалуйста, get name. Не, это, наверное, некрасивая история, надо записать, потому что он тут ну, каждый клик это делает. Что-то это какая-то шляпа. Надо вот здесь его записать один раз. И все. Ну, пока сюда пойдешь. Хорошо, F-name. Name. Плюс какой-то или что это? Подожди. Player name. Это не совсем player name, но это pav name. Вот так давайте. Pav name. Pav name. Павнами есть. И вот сюда вот мы передаем павнами наш. Я в каст передал его. Гениально. Вот так тут происходит. Есть. Есть такая история. То есть, если у него нет, то тага, то до свидания. Если есть, то привет. Как бы все легко и просто. Окей. Так. Его получит, он его получит. Его получит, он его спросит, потом кастанет, он проверит. То есть... В любом случае на так, да, надо, потому что если name другой, то как бы ни твое, ни трожь. Все очень легко и просто. Да. Правда, тут надо будет модернизировать потом, когда карточки будем делать, чтобы можно было тыкнуть. Ну, там будет бул стоять какой-нибудь. Типа под карточкой или не под карточкой, что вообще другая логика происходила. Здесь он клик именно для чего? Для того, чтобы стройка началась, а там клик немножко иначе что-нибудь другое происходит. Так, и значит у нас в таверпоинте вот тут, у нас должна быть опять он кликет. Типа он клик кед. И она принимает в себя. Что-то она в себя принимает. Она что-то в себя принимает, или она ничего в себя не принимает? А что ей надо принять в себя? Ну, можно принять павн. Зачем нам принять павн? Чтобы потом в моменте, когда вот этот откроется виджет. Правильно? Откроется виджет. Над курсором откроется виджет, он чуть побольше будет и исчезать.
Откроется виджет. Просто у нас должен виджет будет узнать, правильно? Соответственно, нужно передать овнера, то есть main пауна. Он должен знать о нем. Чтобы потом мы могли в нем какие-нибудь штучки-дрючки творить. Всякие штучки-дрючки. Хорошие, не очень. Поэтому Void он клик, клок, клик, он клик, он клик, клик, типа, я не знаю, PowerPoint, типа, клик, ну, типа, блин, PowerPoint, тавер, по point, павн, плеер. Вот так, давай, это ж плеер наш, правильно? Плеер павн. Плеер павн. Player name, player pavn. Такая вот история. Он клик tower point. И все пока что. Потому что он будет, должен будет создавать... точнее, не то, что создавать. Подожди. Или он должен будет создавать? А как мы сделаем? А есть же два варианта, как сделать. Два варианта. У нас первый. Это мы делаем через вот этот виджеты, которые компоненты. То есть он висит всегда над этим актором. То есть он так типа красиво. Либо он именно просто виджетом появляется над этим. Ну тогда движение пойдет, там будет очень некрасиво. Поэтому надо делать компонентой. То есть у компонента открывается и вылетает эта штука. Соответственно, мы двигаемся. И она существует. Там таймер небольшой сделать, чтобы она удалялась. То есть, если мы там увели. Либо крестик добавить. Если крестик давать, тогда можно кучу открыть, и они все будут висеть. Это удобно. Пусть игрок сам решает, удобно это или нет. Правильно? Сам решит. Крестик маленький добавить такой. Чтобы закрыть эту штучку. Нет, он пусть открытая всегда будет. Плюс открытый, это значит апдейты надо на нее завозить. Я не хочу на нее апдейты завозить. В апдейты в любом случае завозить. Ну так не в любом случае. Мы когда, допустим, до апдейта доходит, он просто будет виджет схлопывать. Дальше открывается новый виджет. Вот вам и апдейт. Ибо нефиг. Это я далеко уже, наверное, зашел. Он клик tower point, вот он кликает. Что-то тут должен создаваться виджет, но пока что я сделаю такую вещь красивую, классную, великолепную. Туду. Открытие виджета выбора башни для постройки. О как. Вот так вот себе даем. Там тудушек уже. Немедленно просто. Значит, мы добавляем туду. Сейчас просто он должен спавнить. То есть он берет вот эту компоненту builder.as. Может сразу builder.as передавать, зачем нам? Хотя мы можем и так его получить из player pawn. Player pawn просто достать get builder. Достанешь тут get builder.as, потому что можно подключить его. Вот. И он-то как бы нам возвращает его, то есть вопросов нет.
проверочка сразу. А в любом случае проверочка, ну, тут доставалочка, проверочка, а там копировалочка. Вот это вот начинается. Ну ладно, доставать будем. Что лишние вот эти вот параметры плодить. InBuilder S. И он в нем должен запустить вот этот вот метод. Какой метод он должен запустить? Вот, hit result main PC. Сейчас такую грязь придумал, короче, чтобы мы не знали, что такое Builder PC, Builder PC, Builder AS, вот этот актор компонент. Можно сделать такую грязь. Короче, у нас есть делегат, мы туда в самом павне держим этот делегат. На этот делегат подписывается Builder AS. Builder AS подписывается, но вот это знает о павне. Плохо. Но, короче, смысл в том, что у нем он подписывается на делегат. Мы сюда в этом методе передаем указатель по делегату. Делегат по ссылке. И потом просто его триггерим бродкастом. Вот здесь вот. Просто, типа, ну, наши тут всякие проверочки, еще всякая фигня там дополнительная прошла. Бац. Ну, то, что надо построить, как бы, он бац, и начинает строить. Это, конечно, да, это успех. Да. Но я пока что здесь оставлю, потому что в любом случае сам процесс вызова будет не здесь происходить, а в самом виджете. То есть виджет будет триггерить его. Поэтому сейчас то, что мы его здесь подключаем, этот актор-компонент, он у нас тут в качестве теста, ну, времянки, короче. Но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Спаунтайвер, хитрый... Ах ты, мразь. Main PC еще тебе... Ух ты, какая некрасивая история получается. Хитрый... А, ему надо хитрезульт, да? Или нет? Ну, ему локация нужна. Спаунтайвер, ему именно локация там нужна. Он из хитрезульта... Твою душу любил. Так, сплайн мастер закрыть. Сплайн enemy pass закрыть. Тайвер spend enemy data закрыть. Остальное пока оставить. Открой мне этот. Так, как у тебя здесь? Хитрезульт. Зачем тебе локейшн? Хитрез гитов на реакторах и стак. Ну вот этот так нам уже не надо проверять. Потому что совсем по-другому работает. Что громко. Хитрезульт. Нам нужна только локация, то есть можно ее поменять. Локейшн и ротейшн. Ну, короче, F-трансформ мы передадим. Давай меняем F-трансформ. F-трансформ. Трансформ. Сюда Ctrl-V. Хитрезульт первый в помойку.
Так, второй тоже в помойку. Так. Result location. Transform. Get location. Это navigation. Это вот навигацию проверяет. Ну, дальше... А, вот спаун пошел. Grid location, offset. Кстати, grid нам не надо рассчитывать. Grid location, значит, идет лесом. Grid location. Grid location, nav location. А нам и nav location не надо. Опля. А нам и nav location не надо, нам offset не нужен. Trace hit result тоже не нужен. Ой, запятой. F-actor spawn параметрам надо. А, мы пустой шлепнули, да? А он не должен быть... А, нет, парам owner, а потом парам... Парам точка... Вот эта вот фигня нужна. Collision. Yes, spawn collision. Always spawn. Эта штука нам надо. 10 offset и zero rotator и парам передает он. А я хочу передать сюда просто transform. Transform. Понял, да? Смотри, как красиво становится nav. Без чек. Вот эта параша улетает в помойку. Смотри, как красиво стало. Без чек тоже улетает. Nav mesh bounce volume. Улетает. Вообще красота. Nav filter navigation system. Nav mesh. Nav filter navigation query. Просто красавец, смотри. Уф, уф. Уф, просто уф. Но здесь трансформ нужен. Подожди, здесь ничего не надо, потому что мы его не отсюда вызываем. Это тот самый усач с обзора инди-игр. Или мне рекомендации ютуба что-то андеграундное дали. Андеграундная. Что за усач? Инди-игры какие-то. Я ни разу не обозревал. Мимо, не тот усач. Что-то супер андеграунд. Это здесь супер андеграунд. Так, hashtag name. Тавер. Тавер. И вот здесь мы его... Ой, здесь. Вот здесь. Здесь мы его пока тестово спавним. А как мы его спавним? Как у нас метод называется? Спаун тавер. Спаун тавер. Спаун тавер. Принимает он... вот эту вот static mesh компонент. Вот этот вот должен принимать. Он-то принимает трансформ, но дело в том, что f-transform f-transform equal transform.set location get component location. Фу, что я делаю? Get component rotation точка turnion. Rotation. Вот. Спаунтайр.
Ну, там стандартно 1.1, да, ее ставить смысла нет. Static Mesh Component. Трансформ вот это он передает. Просто если мы возьмем трансформ именно этого Static Mesh компоненты, весь у нас-то он там деформированный, подогнанный, а там-то у нас свой будет, поэтому может произойти беда. Чтоб беды не было, мы вот так сделаем. Main PC. Зачем тебе main PC? Чисто вот теоретически. И он дико необходим. В принципе, можно и сюда его передать. Ему он не понадобится в качестве подключения. Он клик Tower Point, Tower Point, клик Tower Point, сюда мы передаем this, сюда мы передаем main PC. Но он пока еще не знает, что он туда его хочет именно. Сейчас он узнает. Point. Опять съехал. Tower Point. Main PC. Ну, давай. Main PC. Но тут, конечно, ты не знаешь, что это. PC. Ну и сюда просто передаем его нам. Знаете, ничего не надо. Это указатель полетел. Все. Как бы. Такая вот история. И по идее, сейчас все должно быть вообще все отлично. Он должен строить это все, делать. И вообще по кайфу все будет. Это не точно. И вообще, наверное, это плохо, то, что мы компонента знает PC. Можно было бы привязаться к делегату. То есть в компоненте создать делегат, который вот это будет запускать. И он типа полетел в том же плеере. А вот уже плеер. И тогда не надо всю эту цепочку передавать. PC, чтобы он делал. То есть плеер уже сам там get player state сделает. Ну, короче, все сделать, все, что нужно из main PC. Достанет его. Но тут прикол в том, что вначале тут проверка идет. Есть ли бабосики на нашу башенку там. Вот. Есть ли бабосики на нашу башенку. Там чуть сложнее. Надо подумать. Давайте смотреть. По идее, он должен сейчас заспавнить его. По идее, но это не точно. Ох, как не точно. Еще и проверка, да. Ну ладно, проверки потом. Ну, типа, что там башенка стоит, он должен записать ее. То есть, соответственно, билдер вот этот, который отспавнивает, он должен как-то вернуть указатель на ту башенку, которую он заспавнил, потому что она нам нужна именно в том споте. То есть, вот эти все истории будем делать. Так, ну что, поехали. И оп. Ага, оп. Шел я нафиг, оп. Клиента, как обычно, все. Тут все оп, а там ничего не оп. Пиу-пиу. Так, оп сработал. Башенки все хорошо, оп. Но вот тут не оп, нифига. Почему не оп? Tower Point. Потому что он клик Tower Point. Это клиент. Клиент. То есть тот клиент, этот клиент.
А вот build.rise это не клиент, это implementation работает уже. То есть вот он пошел спавнить уже там. Он доходит вообще до сюда или нет? Давай, вот тут вот ставь. Ставил там? Нет, тут тоже не отображает. То есть он не срабатывает. Хорошо, идем раньше. Идем раньше, идем еще раньше. Ставим breakpoint. Он клик tower point запускает у нас наш main pawn. Он клик tower point. Left click, click tower point get. Давай вот здесь посмотрим. Может, ничего-то не то ловит. Там словил нормально, значит и здесь должен нормально. Все знаем. Так, и клик. Клик словил. Хорошо, идем F10. Все в помойку. Здрасте. А почему false? Почему без hit false? True. Что? Подожди, ничего не понял. Почему он там true словил, а здесь вообще ничего не ловит? Ну, потому что блок сейчас стоит. Ладно. А, все, не важно. Идут. Подожди, ну я им отключил. Не, я им ничего не отключал. Visibility у них стоит. Тогда бы там не работало. Generate event, вот это все есть. Он на своего ловит false. Ой, ну сейчас я промазал, да. Сейчас я вообще ничего не кликнул. Вот я кликнул. True. И в помойку. True и в помойку. Хорошо. Pawn name none. Я молодец. Pawn name none. 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 Отлично. Поэтому и проблема. А как сделать, чтобы это не было проблемой? Да везде было. Это просто вынести ее, правильно надо будет. По player start, f name, get name, player start. Берет первого и break. А так он возьмет не первого, а второго. Возьмет его имя, запишет. Вроде бы ничего не ломается, если мы вынесем его за пределы. Вроде бы ничего не ломается. Но это не точно. Это не точно. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, этот ставит. А этот не ставит. Он вообще ничего теперь не делает. Вообще ничего не делает. А, же брейкпоинт не стоит. Ну, сейчас. Time counter. Так. Норм. И в помойку все равно. Pawn name. Mount
BP main pawn C. Таги пустые. То есть дело в том, что у второго таги пустые. У второго таги пустые. Тавер Point. Нет Тавер Points. Вот поэтому, наверное, нужно будет сделать, наверное, вот этого товарища, чтобы он и там выполнился. Специализация, вот эти, ну, короче, неймы он дал и там, потому что он function net reliable. Что значит not reliable? Ну, в смысле, я понимаю, что там не дожидаться. В каком плане не дожидаться? Ну, в плане того, что не дошло, ну и хер с ним, типа, пусть и не доходит дальше, или как? Ментатион. Или у актора просто пустой так. Причем у этого все хорошо. И этот ставит только в путь, вот. Что значит, у этого плохо? Что значит, у этого плохо? Как это так? Как это? Это не обзор игр. С чего он взял? А, это ты про этого товарища, который там кем-то спутал? Ну, спутал человек, что-то это. Кого-то похожего нашел, тоже такого же. Спутал. Так. Что делаем? Стою на асфальте, я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я. С чего вы взяли, что на стриме не обзор?
А что на экране тогда? Ну да, это обзор по этому, по Unreal. Делаем обзор 14... Ой, какой 14? 16? Или 15, 16, 15, 16, по-моему. Да, сейчас сделаем. Где ты тут? 16, да. 16 день делаем обзор. Обзор Dota 3. Да, Dota 3. Да, именно ее. Ну, тут явно проблема в том, где мы его назначаем. Вот здесь. Вот. Has Authority это говорит о том, что мы только у этого назначили его и все. Там, там 2 раза что-то сработает, правильно? Здесь же должно 2 раза сработать на Begin Play. Вот первый Begin Play пошел, это наш сервер. Второй раз вот пошел наш клиент. Третий раз пошел. А ты кто? А я дверь сделал, но открытие и закрытие не через LARP, а через анимации из 3D редактора. Я великолепен. Правильно. Правильно запустил анимацию, да, вот так вот. Все четко. Либо нефиг. Ну как правильно, в зависимости от того, что у тебя дверь делает, если она просто открылась и все, и закрылась и все. Это один вариант. Вопрос. А если она у тебя там что-то еще там с ней, то анимация это такое. Так, мы делаем F10. О чем мы вот это записали? А вот мы как раз таки его и записали. То есть это он локально получил. Не-не-не, локально он-то первый. Я понял, в чем прикол. Но это немножко порнографически получается, что мы получим его вот здесь. Хотя мы можем его получить и здесь. Вот, чтобы не в цикле это все страшно смотрелось. И дублируем просто-напросто, он идет сюда. В наше время двери делали на заводах и крепили на ставне, а не анимация. Ну, так это было, когда сейчас не принято так. Но Blueprint универсален. Я дверь могу на что угодно заменить с анимациями. Не, я не о том, я не о том. Просто зависит от задачи двери. То есть, смотри, что делает дверь. Просто при одной задаче анимация будет лучше, потому что это меньше, ну, в процессе будет там ресурсы, вот эта вот вся история, меньше кода и так далее. А если она тебе нужна в другой задаче какой-нибудь, чтобы она там была какая-то иная, динамически как-то все это делалось, то тут уже анимация не сработает. Надо код писать, чтобы поворачивал именно. А что она еще может делать? Открывается и закрывается. Ну, допустим, сейчас только GTA 5 еще ее вспомнил, не знаю, 100 лет не играл. Там же ты, когда проходишь, она у тебя, как ее, не как сказать, не то, что динамическая. Ну, да, она динамическая, ну, то есть ты ее толкаешь. Вот такую дверь, которую ты толкаешь туда-сюда, она у тебя не может анимациями быть. Она же по физике действует, тебе физику надо рассчитывать. То есть, как бы, толкнул этот, она у тебя болтается. Я об этом, то есть, что ей код нужен. Ее там просто анимация, типа, а ты прикоснулся, play animation, вот этот, play монтаж какой-нибудь. Там немножко не так все. Понятно, что если просто там нажал букву Е, она там, типа, открылась. И там нажал еще, закрылась. Это понятно. Это понятно. Играл в GTA 5 на PS3. Я на 4. На 4, да я не помню какой, 15-16 год, когда я купил ее. Туда где-то. Последний раз играл, прошел и забыл. Я пропустил, когда ее в ёпиках раздавали, вот обидно. Почему у меня опять голос Я как бы, у может- шмандатры? Меняли же вроде. Да могу и болтающуюся сделать, не проблема. То есть сделать не проблема. Ну, слушай, меняли, не меняли. Мы не меняли.
Или меняли? Че я сейчас... А, я вот это проверить хотел. Подожди. Меня сбили своими дверьми, шатающими, болтающимися. GTA 5 что сюда приплели. Это все вы. Я знаю. Менял, конечно. Ну, видишь, теперь будет вот такой вот. Забейте на анимации и физику. Делайте как в Майнкрафте. Клик по двери, она телепортировалась в открытое положение. Да, и все, и никаких проблем. Так, тут я брейкпоинт поставлю, хочу посмотреть, сколько раз это произойдет. Моим яйцам неприятно. А ты ими слушать умеешь? И вопрос, когда мы когда мы тебе голос меняли, просто это до было того, как я себе все снес и перестроил, или после? Потому что если до, то забудь, все уже нету этого. Было давно и неправда. Раз, два. Все, я Они понял, тоже как делать. слышат невольно. Ха-ха. Невольно понял. Все, здесь удалить, это вернули, сделали. Единственный вариант, короче, который я вижу, это запускать его на сервере, вот этот вот часть. Вот это Да вот. пофиг, это неважно. Вот это вот неважно. Вот это вот неважно. Вот это вот и нет TiverPoint. Вот это вот неважно. А может быть и важно. Сейчас узнаем. А может быть сейчас окажется, что и важно. Он клик TiverPoint. Вот это вот важно. Он клик TiverPoint, чтобы он происходил на сервере. То есть вот этот именно клик происходит. А, блин. Проверка-то идет не здесь. Проверка-то здесь идет. Клик-то идет здесь, проверка. А я твою душу любил. Как же я твою душу любил, как же я ее любил. Name записан на сервере. Как нам с... Давайте проще сделаем. Как нам с сервера нейма, name серверный, передать в name не серверный? А? Как нам name серверный, который на сервере записан, name, передать в не этот самый? Ауф. Ауф. Чтобы это все было здесь где-то. Самое время изучать нет. Нет. Еще рано, подожди. А зачем мне изучать? Без него можно, все хорошо. Не переживай. Надо просто сейчас подумать вот тут вот. Вот тут вот. Has authority. А has authority тоже 2 раза, да, залетает? Has authority тоже 2 раза залетает. Или 1 раз. Не, он 2 раза залетает для каждого. Я сейчас придумал, как сделать. А, не, а что толку, это ж не поможет. Придумал. Держи в курсе. Ну да, раз, пропуск, типа. Да, сюда второй подключился, полетел второй. Полетел второй. Ты понял? И у него нейм пустой. Второго. Нафиг гид, нафиг нет.
Тут игра особенная. Для избранных. Да. Так, а ну-ка. Ты бул не ловишь? Или что ты не ловишь? 10. Бул true. Вот полный нан, ты понял, да? Понял, да, нан. Еще он локально. Я не хочу left-клик, маус-клик на сервер отправлять. Вы что, гоните, а? То есть решение проблемы все очень просто. Это серверная часть просила полный name. Также можно еще, конечно, репликейт сделать. Что я сразу не подумал. А что я сразу не подумал по вот этот самый репликейт сделать? А в чем, собственно говоря, проблема? Ой, подожди, это не то. А где вот фигню мы делали? Для этого надо... Для репликации... Где мы ее делали? Где? Быстро, быстро, быстро. Вспоминай мозг. Вот это, по-моему, да, оно? Вот это, по-моему, это оно. Да, это оно. Ctrl-C. Сюда. Мне тут в разнобой. Мне не нравится в разнобой. Я не помню, как мы что-то... Виртуалы первыми идут. Давайте виртуалами первыми делаем. Так вот, шлеп. Потом вот этот fname uProperty. Смотри, uProperty. Сюда его. А вот это сюда. Потом replicated. О. Так, опля. Не поверишь, потом супер. Потом get life. Replicating props. Out lifetime props. А потом мне нужен макрос. Вот такой вот он, да. Оп, 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 оп. Пусть тут, оп, 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 оп. И чё? Да, ну я твой дом любил. Ах. Так, ну что, увенчается успехом или нет? Какие мысли? Есть мысли по этому поводу? Нас ждет успех? Нас ждет провал? Нас ждет что? Или кто? Что или кто? Успех. Да, успех, конечно. Да, именно успех нас ждет. Что? Да. Что? Кто?
Я что, промазываю или что происходит? Почему ты фолс возвращаешь? Что, дурак, что ли? Тру. Ты в помойку. Что, обидно было? Ну, здесь он проходит только в путь, и ему все нравится. Башенку он ставит. А вот у второго он отправляет в помойку. Там точно. Там то же самое, там тоже нейм не это самое. У него нет нейма у самого актора. Ему тоже нужно дать этот самый нейм. Понимаете, в чем прикол? Он не реплицируется. Это значит не реплицируется. Это значит, что он не повторяет за ним. За сервером локально там ничего нет. А мы спрашиваем локально. Понимаете? Понимаете, в чем прикол? Мы спрашиваем локально. Локально мы спрашиваем у него. Если мы спрашиваем локально, значит ничего не работает. В данном случае. И чтобы работало локально. Блин, не локально. Надо делать эту магию. Надо делать магию. Меня тут не было. Я так понял, проблемы с репликацией. Чё случилось? Да ничего не случилось, я забыл, что она вообще существует. Я не забыл, вот что случилось. Проблема не с репликацией, а со мной. А, так подожди, он его назначил. Так он его назначил, подожди. Он же вот это сделал. Так не реплицируется, что ли? Что за бред? Сейчас вот этот пойдет, слышишь? А тут может быть репликация ничем и не поможет. А такс разве не... Ну как, у него не репликация? Нет. Такс не. Он как бы просто тиры, да. Да. То есть вот этот init tower point, он действительно должен просто везде произойти. Не то, что replicated, не replicated, он должен просто везде произойти. Вот в чем прикол. Вот оно что, Михалыч, поняли, да? Я ненавижу вот этот имплементацион. Это просто, ну, я не знаю, я не знаю. Я сейчас в SBD добавлю этот, как его,
просто и макрос. Большая и ставишь большую и фиолетовую. Это будет имплементатион. Я задолбался переписать его. Я их понимаю, что я тут написал его все раз 5 за все это время, но мне уже не нравится. И макрос мне тоже не нравится. Он зато короткий. Так, брейкпоинт, подожди, уходи. Мне здесь не нужен. Так, и что у нас тут? True. И в помоечку. То есть у актора вот этого, которого он словил, нету этого тага. То есть у того актора нету тага. Вы слышите меня? Нету тага у него. У него нету тага. У него нету тага. Ой, не то взял. Вот они. Все дружную толпою. Значит, мне надо плюс там 30 с чем-то их было. Но вот тут вот посмотрю под конец. Так. Так. Ну, он пустой, да. У этого таги пустые. Такие у этого пустые. В чем прикол? А, не, вот, подожди, вот так. Вот у актора таги. Вот они пустые, да. Они у всех пустые. Так, ну это не тот. А у этого, кстати. Player Start таги тоже пустые. Так он ничего не отображает. А в чем смысл от вот этого всего, если он ничего не назначает? Везде работает, а здесь не работает. А как так-то? Что такое? А что это такое? Ой, я куда смотрю? Я не туда смотрю. Ощущение, будто у тебя правое надплечье в 2 раза длиннее левого. Правая. Вот это длиннее или вот это длиннее? У меня кривые есть. Или что такое предплечье? Ну, failed, да, failed. Failed это да. Я не понимаю. Тут failed в том, что я вообще ничего не понимаю. Почему? Хотя нет, это из стойки микрофона казалось. Окей.
Не, ну а какие варианты у ГПТ спросить? Чё еще, чё сидеть это самое мяться-то? Чё сидеть мяться? А что если? Чисто теоретически. Не, ну он запускает implementation у всех. Правильно? Или нет? Первого мы выпускаем. Первого все хорошо. Второй. Main pound, ведь как бы все окей. Ой, я F10 нажал. Что это такое? А, это он создал. То есть то, что он сгенерировал, он решил мне проигнорировать, да, в моем коде. Здесь он решил взять и проигнорить такое понятие, как tags. Он типа такой, пойди погуляй, товарищ. Не буду я тебе таги добавлять здесь. Слышишь, ты? Слышишь, ты? Ты что, обалдел? Хорошо, а если мы уберем вот эти вот всякие неты, шметы, вот это вот? Ой, еще сообщение не зачиталось. Калюшка. Включиться. А для tags сделал set replicated или не нужно? А у tags есть set replicated, это же обычный массив. Я аж не залезу тут. Точнее, я-то могу залезть, но я не буду залазить в этот. Ну, points. Я вот это хочу implementation убрать. Я не создавал его. Все, это обычный этот, все. Никаких этих, все, это обычный. Давай еще разочек сюда залетаем. Ну, ты же не можешь просто взять такс. Смотри, в чем прикол. У тебя же такс, это просто массив такс. У тебя, ну, как, replicated, ли. Ну, что тут будет? Это же такс. Ну, такс. Это не что-то, это же просто обычный multi-array. Но он там не стоит репликейтед у них. Дело в том, что стоит-то не стоит, какая разница. Он-то должен назначить его. Ну, в плане того, что это все и так локально происходит. Так не мультикаст же и не обычная функция. Это должна быть серверная реализация CE, иначе ты никак не поменяешь теги от лица клиента.
Я люблю этот implementation. Так, ну это мы пропускаем, это continue. Второй раз нас интересует тавер. Continue. F11 он отправляет в эту парашу. Это параша нам не интересно. Давай тестить. Клик. True. Помойка. Дело в том, что там на этом у него ничего нет. Ну, то есть... сейчас сюда еще разок. У него там нет тагов вообще. То есть то, что он сгенерил, там таги отсутствуют. Понимаешь, в чем прикол? То есть вот, ну, это первое, это сервер нас не интересует. Он вот полетел. Этот, ну, клиентовская версия. Мы залетаем в нее, и вот где тут таги, их нет тагов. И он тут нагенерил себе. Он только параметры записал у тебя, и все, он больше ничего не записывал. Короче, он буквально таги просто не добавляет тупо, и все. Вот поэтому я и хотел избавиться от этого, посмотреть, что он делает. У меня сервер. Подождите, сервер потом. Точнее, сервер ничего не работает. Ни сервер, ни нет мультикаст, ни имплементатиона, ничего не работает. Все, ничего не работает. Все сломали. А я твою ты, ёп. Что это такое? За белый этот. А, я же в процессе. Беда. Ну, как говорится, что правильно. В этой ситуации наши полномочия все окончены. Не, ну есть вариант вообще не так залазить, брать, а брать вот этот player info получать. То есть вначале привести тип, и как бы проблема решена. Но это же, ну, не то Помимо немножко. implementation добавь validate функцию. Если ты с ней еще не работал, то, грубо говоря, она возвращает булево разрешаю ли доступ клиенту к выполнению функции. Также в impleforce net update. Можно попробовать эти шаги. Мне не нравятся эти шаги. Мне не нравятся эти шаги. Подожди, сейчас давай пошагаем пока просто. Давай пока просто пошагаем. Я же говорю, я вижу проще решение. Это не через таги в данном случае спрашивать, а через залезть просто-напросто в этот, вот это. Он-то назначает вот это вот поле, он туда-то закидывает name. Просто прикол в том, что, ну как сказать, вначале будет происходить. Не особо что-то изменится, если честно. Точнее, изменится, но не особо. Ну, с точки зрения там оптимизации всяких и прочего. Но тем не менее, все равно некрасиво будет. Так, что это еще? Значит, continue. Сюда вот F11. Шлеп. Что значит Наня?
В смысле? Подожди, в смысле? Что за Наня? Что за Наня 1? Что это такое Наня 1? Или он еще не принял его информацию, типа из-за того, что она репликейтед. И поэтому он добавил, черт пойми, что туда. Что такое Наня 1? Ну все, типа, из метода вышли. И F10. Наня 1. Допустим, continue. Ну, типа, подожди, continue. И в помоечку. Потому что что правильно? Потому что tags. Таг у нас залетел правильный, а tags у нас пустой. Мне просто, ну как, мне вообще непонятна вот эта вот вся история, потому что у нас с остальным все работает. Правда, оно как бы... Но оно с остальным-то работает. Тихо. Оно с остальным-то работает, а тут не работает. То есть везде, в остальных местах мы вообще ничего не делали, никакие не репликейтеды, ни серверы, ни нет-мультикасты, ни вот этот валидати всякие там страшные, ни форс-нет апдейты. Ничего этого не делали, оно работает. А здесь я пошел нахер. Один. Куди 2. Саунд 3. Абдоуман. Что за абдомен? Ну окей. Сейчас сделаем попроще. Зацепился. Больно, неприятно, не понравилось. Это на латинском живот. Думал, так станул что-то. Вообще без вопросов. Закрывай все. Я вижу такую ситуацию, а вы какую ситуацию видите? Ну, это точнее решение этой ситуации. Если он ставит вот этот player info, ему нормально с ним, то пусть им пользуется. Тогда надо таги убрать оттуда. Но тут прикол в том, что приводить тип надо будет постоянно к этому. Не очень хорошая история. Но она решается, эта проблема, очень сильно с этими, с лейнтрейсами. Так, ну это пропускаем. Изи. Все, проблема решена. Все, башни ставятся.
Наверное, с женской точки зрения мы очень скучные ребята. Тут не хватает кресла-качалки и шерстяного пледа. А с чего ты это взял? Что тут нет, типа, женщин, что ли? Или как? Короче, от этого? Ну, на Твиче, как минимум одна была, есть, не знаю. А на Ютубе там 100%. Судя по статистике Ютуба, которая мне присылал, он у меня 100% мужская аудитория. 100%. Это прям настоящие мужики здесь. Только мужики. Почти нет, редкость они таких каналах. Ну да, я вспомнилась по поводу тоже настоящие мужики, вот эта вот вся история. Вы знаете, что оргии придумали греки, но только римляне додумались позвать на них женщин. Все. Сразу насчет этого вспомнилось. Что-то. Так. Интересные у вас увлечения. Истории? Пф, ха-ха. Истории, типа, мол, с историей увлекаюсь, знаю такие вещи, да? Оп, оп. Оп, оп. Ну что, давайте смотреть, что. Вот смотрите, тут этот, короче, вражина, тут наша. И пошел. С минуту ждать. Не, подожди, минуту я не согласен. Подожди, что-то это я... Давай 12 сделаем. 12 нормально. 12 пойдет. 12 все успеешь. Ой, ты, я твою душу любил. Давай, раз, два. А здесь мы хотим раз, два. Вообще по кайфу, чтобы было. Давай, погнали. Фу-фу. Короче, враг поставил здесь. Мой поставил здесь. И враг, короче, вот, смотри, мы сразу увидим 2, идет оп-оп-оп-оп. У нас уже все. Точнее, у врага уже все, у нас не все. Так, все, играем против вражины. Все, у нас тут база. Вот наши, вот враг, все. А, блин, мы же тоже враг. Враг-то строить не будет. Думал, сейчас мы будем строить враг. Не, мы типа строим, враг не строит, короче, все. 4, смотри, 4. Оп, мы сразу следующую башенку бац и поставили следующую башенку, видели? Все, у нас 3 башенки. У враг пока копит деньги. Он сейчас, наверное, что-то карточку какую-то юзнет. Башенки можно поближе рассмотреть. Вот так вот. Они такие кайфовые. Вообще кайф. Пиу-пиу делают. А тут чисто для эксперимента я хочу построить... А, у меня нет денег. Денег нет, денежки нет. Денежка закончилась. Денежка. Денежка. Сейчас денежка пойдет. Сейчас мобцов побольше станет. О, я придумал идею для игры. Это похоже на этот геймплей чем-то. Точнее, я вспомнил. Чем? На Tower Defense похоже? Да, слушай. Не может быть. Не, это неправда. Не может быть похоже. Ты что? Так, а теперь первый игрок. Первый игрок у нас... Он решил укрепить задник. Он зад свой решил укрепить. Вот. Чпок-чпок. Мне вот интересно, будет ли эта башня стрелять по энеми. Надо подождать, пока они отсюда отвалятся. Ку-ку. 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 О, приветствую. Как дела? Хорошо. Рейдим. Рейдим? А, рейдит в Seven Viewers, я только заметил. Приветствую, да. Спасибо большое. Спасибо. Рейдим, зарейдили. А, это вы, да, короче, все вот это вот двигаетесь, я понял. Кью-кью. Дела хорошо, дела хорошо. Вот делаем, сделали тут этот. Черненькие это, короче, точки под башенки, беленькие это башенки. Вот делаем, короче. Вот этот враг
Вот это типа враг. Ну, мы тут и враг, и не враг, но пока мы играем за вот этого типа слева. Но вообще мы проверяем... А, все, волна пошла, не могу строить башенки. Всё. Вообще мы проверяем, будет ли вот эта башенка стрелять в этого. Мы же не хотим код открывать и смотреть, будет ли она стрелять, правильно? Мы же экспериментаторы. Прикольно сделано. Да. Так вот, мы же экспериментаторы. А ладно, прикольно, же белые кубики, чё прикольно-то. Экспериментаторы, поэтому мы не в код будем смотреть, мы будем смотреть на это. Ну, построй башню-то. Это, вот башенку. Все, не успели дальше башенки строить. Видели, как обстроились? Теперь тут точно не пройдут, тут могут пройти. Они не успеют, смотри, они заранее начинают атаковать так мощно. Пиу-пиу делать. Ну ладно, мы можем ускорить этот процесс. Давай немножко поускоряем этот процесс. Ой, тихо. Доходить, что ли, начали? Тихо. Не, еще там далеко до доходить. А вот, походу, уже долетают, смотри. Так, X2. Я не особо. Смотри, по чуть-чуть продвигаюсь. Но так долго ждать. Короче, ладно, а потом по коду когда-нибудь посмотрим. Дело такое. Наигрались. Тут Тру, приветствую. Утречка. Ну, утречка. Утречка, значит, утречка. Так. Тоже так хочу. Тут Тру, а там КД. Если ты хочешь, там много команд. Много команд есть. Ссылка в описании есть. Там на команды. Там их много. Там и визуальные есть, и голосовые. Я там много сегодня команд. рано, 15 часов утра. А, 15, понял. Нормально. Год. Вот такая есть, да. No, God! No, God, please, no! No! Нормально, сейчас там самое кайфовое это дэнс. Есть вообще, там такое происходит. Там такая движуха начинается. Там вообще... Это там Дендракл танцует. Дендракл начинает танцевать. Да, есть еще такая вот. Хетка, молодец. Значит, башенки мы построили. Башенки у нас есть. Башенки ставятся. Башенки, все хорошо. Башенки. Стримера любимая данс. Да, у стримера любимая, да. А вы его не используете, понимаете? Там экшен начинается такой, там прям. Уф, а вы его не используете. Вот, и расстраиваете стримера. За это бан. О, пошел процесс. Стример любит мужиков танцующих. Осуждаю. Чего ты взял, что стример любит? Твоя любимая из-за того, что я танцую. В смысле ты? Вы с Дендераклом определитесь, кто это танцует. Же претендент Дендеракл есть, что это не ты, это Киетка. Кто из вас там танцевать любит на стриме? Так, еще раз, башни мы сделали, они ставятся. Я, наверное, на сегодня заканчиваю. Сейчас я подведу итоги и сворачиваемся. Башенки строятся, башенки есть, все удобно, все классно, никаких сеточек, присеточек. Нам Мы нужно... там вместе, там меняемся. Незаметно, что ли? А, так оно там разное получается, да? То есть один раз танцует Дендракл, второй раз, условно, Киетка. Тоже рандомно, короче, как с котами, да, вот это. Только вас двое там. Я понял. Не, хотите на... Ребят, запускаю этот самый. Хотите, чтобы на дэнс выбивало вас, генерите музыку какую-нибудь, потому что мне надо, чтобы там не было авторских прав. Записывайте, как вы танцуете, только что-то нормальное, пожалуйста.
Я, ну, сделаю вот это вот, чтобы именно вы там были без задников ваших, все задники. Ну, либо вы мне скинете на зеленке, на фоне зеленки. И на восклицательный знак Dance будете танцевать вы. Вот такой вот этот. Вообще изи. Добавим. Все, интерактивчик такой. Захотите, чтобы вы именно танцевали вперед. Кто осмелится, а? Кому не слабо? Я могу скинуть только как мой задник танцует. Не, как твой задник танцует. Задник не надо свой. Задник свой при себе. Вставляем. Кому слабо, а? Жду в Дискорде. Эти самые, как его, свои ваши танцы. Принимаем за танцы ваши и добавляем их. Кто ОС милиция? Мне слабо. Вот. Это же. Вот так вот. Делаем, будем добавлять. Все, короче. Ну, я знаю, Дендеракл уже готовит. Вы видели, чтобы он писал после этого? Не видели, знаете почему? Потому что он пошел танец записывать. За бесплатно еще танцевать тут. Так а что за бесплатно? Ты себя будешь показывать. Понимаешь, тут такое дело. Миру себя показать, так сказать. Вот, в общем, сделали башенки, расставили их. Башенки со стрелочками, башенки с табличками. Ну, точнее, не башенки, вот эти споты. Создали спот. Он пока ничего не принимает, он там должен хранить еще башенку. При За 5 том, донатов он... со стрима, где был мой танец. 5 донатов со стрима. И от нуля, что ли? Ты же понимаешь, что 5% от нуля это 0. И за музыку, которую напишу, загенерю. 5%, нифига себе. Ты мощно, конечно. Сам будет заходить, короче. Видел донат первый, прилетел сразу такой. Дэнс и пытается выбить себя, поняли? Дэнс, 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 дэнс. Это ты классно придумал. То есть 20 человек так добавится, и я в нулину выхожу. Это прикольно, это прикольно. Это классно. Придумал. Так вот, он сейчас в башню не сохраняет вот этот спот. Надо, чтобы он башню сохранял, так как с ним взаимодействие. То есть мы в следующий раз добавим взаимодействие с башней. Ну, то есть, чтобы он ее сохранял. Так, с донатов же за стрим, а не за человека. Понятно, что с донатом уже стрим. Но я же говорю, увидел первый донат какой-нибудь прилетел, и ты сразу пишешь. А имелось в виду, что если 20 остальных человек тоже под таким условием пришлют, то получится, что я в ноль вышел. То есть 100 стрим, ну, 100 стримов, 100% получится доната, понял? Так вот. Это тебе, короче, не ко мне, это надо туда, куда-нибудь. Там, где под сотням, по 1000 людей сидят, тебе надо такие условия туда предлагать. Здесь ты ничего не заработаешь, можешь ослабиться. Короче, чтобы он сохранял это, потому что у нас взаимодействие на клике должно быть дополнительное. В общем, мы это сделаем. Потом эту всю пачку надо записать. Мы ее не записываем Долги при тут только спавне. заработаю. Да-да-да. Тут только минусы можно. Записать всю эту пачку, которая отспавнивается именно споты, где мы строим башни. И виджеты сделать. Ну, начать компоненту виджет делать. И виджет туда добавлять. В котором будет как раз-таки, ну, какую башню мы именно строим. То есть не просто клик и постройка сразу, а мы же должны выбрать, какую башню мы строим. Дальше типы башен, ну, то есть 5 наших башенок сделать, вот эти вот стандартные: огонь, холод, яд, молния, физика. Чтобы вот это вот эффекты туда накинуть, чтобы они как-то отличались. Пока они ну, белый вот этот столб так и будет, просто он разными этими будут стрелять. Эту штуку сделать. И вот как-то так. Но это на ближайшее время такие планы. То есть башенки, башенки, башенки. Все, башенки есть. Потом, может, разных энеми еще поделаем. Ну, там статы им просто поменяем, другие энеми. И все, босс, может, сделаем. Чтобы босс шел. Немножко с математикой поиграемся. И надо делать карточки будет. Уже делать карточки, которые влияют на себя или противника. Вот такой вот план, в общем-то. Ну, а на сегодня все. Есть на кого там рейдить? Кто? Или мы не рейдим? Или мы рейдим? Пока-пока. 3 человека рейдим? Всем пока, я домой. Че мы, 3 человека-то будем, не? Есть никого? Нет никого, все. Го рейд! Го рейд? Куда рейд? Кого рейд? Блин, это надо сейчас канал открыть свой, вот это вот. Только не включи, да не включаю, вот, дурак, что ли.
Давай я Куда найду. Куда сейчас будет? Давай на дно куда-нибудь идем. Вот у кого там супер мало сейчас. Пока. Да, пока. Сейчас все будет. Пока-пока. Да хватит уже пока. Дайте мне найти, кого зарядить. GameDev Unity. Вы хотите на Unity посмотреть? Блин, я не знаю, кого я вот это вот делаем игру кулинара. Куриный пасьянс. Замечательно. Мне нравится. Делаем игру куриный пасьянс. Вам нравится? Мне нравится. Делаем игру куриный пасьянс. Все. Отлично, отлично. Где народу много. Не-не-не-не-не-не. Рейд слэш У курицы. рейд. Так вот. В общем. Что ж. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только. Ссылка в описании. Всем И пока, я домой. Всем пока. Пока-пока. Пока рейд будет. Нет. Где рейд? Алло. Подожди. Рейд. На нем отключены рейды. Не будет рейда. Пока.